Даже ничего не уехало. Так, что я делал последний раз? Я плыл куда-то наверх. Угу. Тут что-то стоит. Один фиг я не вспомню. Подожди, не наверх. Вот здесь я был. Ой, я даже до пещеры добрался. Не помню, а я с ним дрался? Нет? Да вроде нет. Я развернулся и ушел вроде. Это Руслан. Спасибо, да. Тебе хорошего вечера. Не, вроде не дрался. Или дрался. Кто? Гидра. Не, хоть убей, не помню. Дрался я с ним, да. Ау. Фига, он что умеет? Ну, конечно. Как любой дурак умеет. Больно он бьет, кстати. Надо было огонь брать, наверное. Блин, да что ж так больно-то? Не знаю, есть смысл убивать мелких? Наверное. Я сам себе урон еще наношу. Да что ж так больно-то? Мне, в принципе, не нужно, что он дает. Что он дает? Эти штуки. Мне такое не надо. Ну да, я уж понял, что дрался. Мне как отшибло. Новая награда репутации. Я ничего не сделал. Вот сейчас это делать, чё бы нет. Я просто запомнил, что на прошлом стриме я плыл к этому боссу, но вроде бы хотел закончить. Нет, значит, я даже еще и подрался с ним. Пепельное море. Босс для прокачки фурины. Понятно.
Если еще какие-то гидрогерои будут из фонтейна, наверное, тоже этой штукой будет прокачиваться. Здорово, Барута. Так, что я пришел? А. Мадарамы. 55-й, ничего себе, ты крутой. От Барута меньшего и не ожидалось. Да. Откликнуться. Пофигу, что вам нужно. Я сделаю. Давай. А чё 8-й? Это последний или какой? А, и хер там плавал. Тогда да, херачим все подряд. Так что, Барута, ты мощный, да, 55-й, вау. Насколько я знаю, там от 50 до 60 довольно долго качаться, так что... Каждый новый ранг приключений где-то около 10 лет беспросветного фарма. Будет о чем детям рассказать. Ну или там, не знаю, перед девушкой похвастаться. Да я 55-й, ты чё? А она 70-й, вот это очко. Так, здесь огромный это хрен. О, тут еще взорваться может, чуваки. Я как бы так сделать? Нихера не А, нет, получилось. Блин, там все взорваться может. Да подожди ты, мне надо убрать лучника. Да. Чем они поставили еще бочки, блин? Как бы их вынести оттуда, а? Или хер с ним? Надо было хута убрать. А, даже так. А чё так больно-то, блин? Ужасно больно. Все поотваливались. Те почему-то умерли, кстати. Опять он эту херню подрубил. Ау. Блин. Не, ну это что-то все пошло не по плану. Дурацкий откат на 3 часа. Хотя за 6 минут я его уложу.
Ладно. Блин. Потери максимальные. Я его так могу и не добить тогда. Сам себя убью теперь этими молниями. Блять. Все через жопу сделал. Надо подлечиться. 232 тысячи. Да все нормально у меня. Что ж все такие помощники? Тогда справлюсь я кое-как. А не справлюсь, еще раз хожу, подерусь с ним. Чего вы так боитесь-то? У меня все нормально. Руся. Не бойтесь, как-нибудь справлюсь. Что по критам? Да я откуда знаю. Что-то среднее. Все плохо у тебя? Почему? А что значит, какого хрена мне везет? А я не знаю. Ну как везет? Я помню, Ризли давным-давно выбивал. Если ты имеешь в виду, почему у меня Райден, когда был баннер с Ризли, я его пытался выбить. Но мне игра дала этого... Как его? Забыл. Тигнария. Тигнария она мне дала. Собственно, с того раза у меня до сих пор этот гарант на баннерского героя. Ну и все. Все, что мне оставалось сделать, пару раз тыкнуть, да и все. Если ты это имел в виду. А то, что на 80 уровня, да как-то само получилось. Ресурсы у меня закончились где-то на 70-м. И там буквально чуть-чуть надо было пофармить совсем. О, а я не закончил с тобой, что ли? Надо же. Если его задание выполнить, с ним еще шарик висит. Как его там? Темария. Если шарика нет, предположу, что я не делал. Пацан уже достал. Собрал ли я всю Райден? Что это значит? Ну, оружие у меня этот, как его, улов. А в артефактах эмблема. Ну, там нет каких-то идеальных характеристик, если вы это имеете в виду. Да так, потихоньку подкачиваю, да и все. У Райден вон, 33 на 87. Такое себе. Собрал из чего было, так сказать, из обломков. Что, опять смотры устраивать? Покажи, какие у тебя артефакты. Уже в подробностях сейчас. Тут сила атаки. Ну, короче, если что, на паузу там нажмешь. Это как бы все по канону. Я еще в прошлый раз говорил, да, здесь действительно лучше сила атаки ставить, не восстанову. Восстанова столько урона не даст. Вот мои персы. А мне надо что-то конкретное смотреть или... У меня с Беннетом плохо. Коплю? Не, я ни на что не коплю. Я копил на Райден, собственно, и на Аяку. Но Райден у меня была на первом месте, соответственно, пришлось Аяку пропустить. Теперь я ни на что не коплю, вообще по барабану. Давай, наверное, гляну тех, в ком я смыслю что-то.
Утатау. Гроза драконов. Мастерство стихий. Увеличивает на 24% урон против врагов, находящихся под действием гидра или пир. О, ну это ничего такое, да? Второй ранг. А где ты такой взял, Гроза драконов? Что-то знакомое, где ты ее увидел. Или нет? Горящая алая ведьма. Круто ты это придумал. Угу. Осталось только ульту докачать. 64 на 185. Звучит неплохо. Мастерства стихийных даже очень много. Нихера себе. Кстати, прям очень много. 470. Не, ну, наверное, чем больше, тем лучше. Ну, тут что смотреть? Увеличить скорость становления энергии. Угу. Мастерство стихии. Церемониальный. Джин. Изумрудная тема. У тебя нигде нет 4 артефакта. Да? Стальное жало. Тоже мастерство стихии. 1200. Ну, у меня Джин что-то среднее между уроном и лечением. Она лечит от силы атаки, поэтому это довольно неплохо. Прототип злоба. Попадание обычной заряженной атаку увеличивает силу атаки защиту на 5. Ну, Бену-то вроде защита не нужна, единственное только. Церемония древней знати, но это да. Это хорошо. Синобу не шарю. Сянь-Юй тоже не шарю. Сянь-Линь, но это то же самое, что и Синьцу. Горящая алая ведьма. Крест-копье. Увеличивает урон элементального навыка на 6%. Когда элементальный навык поражает противника, персонаж теряет 3 единицы энергии, но восстанавливает 3 единицы энергии каждые 2 секунды в течение... это я знаю, это же инадзумовское копье. Тут очень хороша тема, да, в том, что ты можешь навык прожать и за другого персонажа играть, и она, кажется, энергию будет восстанавливать. Так получается. Когда элементальный навык поражает противника... ну да. Подожди, или нет? Когда он поражает противника, персонаж теряет 3 единицы энергии, восстанавливает 3 единицы каждые 2 секунды. В течение следующего эффекта может сменить один раз. Нет, это тогда лучше не ей копье такое давать. Потому что если навык будет кого-то поражать, то у тебя будет отниматься энергия. Это, например, хорошо для того, у кого навык не атакующий. Например, условно, какая-нибудь Барбара. Ну, по крайней мере, я так понимаю. Ты навык прожимаешь и переключаешься. Она будет энергию восстанавливать. Поскольку ее навык урон вроде не наносит, она не будет терять энергию, а только восстанавливать в течение 6 секунд. Вот, да. А у Сянь-Линь навык атакует врагов. Поэтому ты, наверное, больше потеряешь. Ну, в Янь-Фэй я не шарю. Помню только, что она офигенный адвокат. Утау хочешь? Ну, видимо, придется долго ждать. Она относительно не так давно была. Привет, Сергей, нормально все. Сенки улов нужен. Ну, улов легко получить, по крайней мере. Если захочешь, что там, рыбки половить. Максимум геморройно. Но у меня улов до Райден, да, на сяньке висел. Почему бы и нет? Атуйцы. Ау. Вот особо не спешит, я смотрю.
Помню, давным-давно, когда я первый раз с этим противником столкнулся, у меня с ним проблемы возникли. У меня не было особо сильных героев в Крио, поэтому мне тяжело было эти щиты сносить ему. Вот были времена. Так, что там следующее? Видите монстров? Блин, как на работу пришел. А сколько я Надзуму закрыл? И здесь 97. Тут, кстати, 100%, я сам удивлен. 81. 96. 96. И я ничего не закрывал, кстати. Я просто репутацию делаю. Все, что я действительно пока что в Надзуме закрыл, это собрал все электрокулы. Все. Ну, я имею в виду целенаправленно, я больше ничего не делал. А теперь репутацию делаю, чтобы получить компас на сундуке. Ну, пока я бегу, всей этой херней занимаюсь, понятное дело, я еще какие-то сундуки находил, но все это случайно уже. Само. А что, нельзя подобрать? Блин. Блин, они ледяные. Ау. Это так долго, видимо, буду. Максимально непрактичный способ решать проблемы. Пора меня морозить. Да уж, это надолго. Мне кажется, быстрее было бы отступить, поменять героев и вернуться. Ясно. Тут уж лучше поменять. Это на 2 часа. Иди сюда ты, блин, ну. Ну, как не люди-то. Блин. Так, что еще вам надо от меня? Я-то Коки, что это? А, тьфу ты, твою мать, это тот, кому надо отдать обломки. Хорошо. Это уже легче.
Етикоки. Тюн-тюн-тюн-тюн. Тюн-тюн-тюн-тюн. Тюн-тюн-тюн. На тебе. А, я такоки, ну похер. М-м. Блять, эту репутацию еще, я не знаю, 20 лет качать, ужас какой. С ума сойти. Можно сойти с ума. Ой. Я тебе быстрее на пенсию выйду. Это только один регион. Ай. С другой стороны, хотя бы есть чем заняться. С другой стороны, не так уж интересно этим заниматься. Действия-то одни и те же выполняю. О, нихера ты здоровый. А раньше тут был этот самурай там какой-то. А у них вроде иконка должна быть такая золотая, нет? Что это моя цель? Что это такое? Она будет взрываться? Ау. Иди сюда куда-нибудь. Это тут везде неудобно. Что-то страшное там делает. А тут везде неудобно драться. Охерительно. И как я ненавижу эту атаку. Какой дебил это придумал. Как может все настолько раздражать? Какие-то уж липанские враги все. Что-то у меня сегодня все отваливаются. Ой, 9-й, ага. Круто. Электрокомпас. В принципе, мне больше ничего не надо. Крылья. 850. Ну, вообще-то не так уж страшно. Или можешь уже в другом регионе начать. А крылья можно потом поделать, кстати, да. Ну, например, в Лиюэ. Или типа того. А, хотя пофигу.
Ну, со следующей недели, может, начну это Оливия качать. А вот когда все регионы прокачаю, останутся только крылья, ну, буду крылья, наверное. Что делать? Крылья все равно не особо принципиально. Идите в жопу. Какие надоедливые. Ну все, отстаньте. У меня тут разговор. Без вашего участия. Смотри, какой ублюдок, а. Выродок. Блин. А это все? Делов-то. Приключение на 5 минут. Туда-обратно. Все. Пойду посмотрю, что там компас делается. Блин, раз я тут, надо к Катерине зайти. Ad Astra Abbott. Thank you for complete. Ad Astra. Please speak to President Sangha. I'm just a helper. А компас же это у кузнеца делается или где? Что-то я забыл. Или в алхимии. А, нет, здесь, да. Печать Золотого Ворона. Блин, это всего у меня 61 штука, так мало. За все то время, что тут шатаюсь. Ну, монетки я могу сделать в этом, как его, в алхимии. Какие-то боевые жуки начались 10 дней. Так, что я делал там последний раз? Ой, про задание легенды вообще забыл. Может, давно тут 8 из 8. Нижний ярус разлома.
Кстати, тут еще надо задания какие-то пройти. Промежуточный том, глава 2. Задание архонтов. А, вот это надо проходить. Оу. Неожиданная встреча. Кто бы мог подумать. Тиери. Тиери. Thierry, it's me. Oh, now, what brings you here, Miss Navia? I've heard that you made quite the name for yourself at the Opera House. Oh, so you've caught news of that already. Oh, okay. Hey, I'm also a member of the Guards, you know. The way you make it sound, people would think I was sent off to Poisson because I had done something wrong. Are you sure there isn't a little bit of truth in that? Under normal circumstances, shouldn't you have been called back to the city already? I mean, where I work is really up to me. Let's just say I enjoy the ambiance of Poisson. Callis did a fantastic job running the town, building Spina di Rasula from the ground up and clearing many obstructions in my way. It would be next to impossible for me to find a similarly easy but high-paying job in the city. Anyway, enough chit-chat. Are these two friends of yours? You, here for some formal business? Yes. These two are my partners. What happened at the Opera House made us realize that Lenny's case and my father's may be related. We're trying to reinvestigate the details of my father's old case. Ah, I get it. You think there might be more to the case now that we know people can be dissolved into water, right? I was also flabbergasted when I first heard of it. If you want to go through the original files from your father's case, I can help you look for them. That'd be much appreciated. Thank you. Actually, I have another question. Do you have the authority to dispatch Gardamex? Of course. Without them, I couldn't possibly handle Poisson on my own. Why do you ask? We definitely can't use them to forcefully get more evidence for your father's case. Well, you see, just recently, we were attacked by a horde of unnumbered Gardamex in the city. So, if you hypothetically wanted to do something against me, all you would need to do is get rid of the mecha serial numbers and send them after me. Then you think too highly of my abilities. Dispatching mecha is very different from controlling them. If I had to make an analogy, when you order a dish, the chef will make it for you. You can ask the chef to cook, but not to massage your shoulders or carry your baggage. If you try to make unreasonable demands, the chef would just think you're out of your mind and ignore you completely. The same goes for me and my Gardamex. Removing a serial number is also not as easy as you might think. There are a lot of complex steps to it, and it's almost impossible to keep it a secret. So I can promise you, those mecha were definitely private units. They're certainly not cheap. So, whoever their owner is must be super rich, powerful, or both. Now that you mention it, though, being in the synth business would definitely be profitable enough to afford this. Oh, then you're officially in the clear, Thierry.
Oh, well, thank you for the vote of confidence, Navia. Jokes aside, I'd like to wish you all the best with your investigation. I'll be staying in the city for a little while, so just come find me if you need any support from the guards. Информация о Тьере. Говорить с Марселем. Блин, его еще вызвать надо. Как он долгий. Еще и поворачиваться в процессе. Что у них за штука тут? Так, для красоты просто. Там кубик внутри какой-то знакомый. Что-то он напоминает. Hello. How may I help you? I'm here to see Marcel. Could you please let him know? You can just say Navia's looking for him. Sure. I will let him know right away. Ah, Navia, hello. Sorry to keep you waiting. I'm not as young as I used to be, so my legs are giving out a bit. Oh, it's all right, Uncle Marcel. There's no need to stress. I just wanted to talk to you briefly about what happened in the Opera House. I'm sure you saw everything too, right? Yes, I've never seen anything so strange. Oh, you were at the Opera House too? That's right. I went there with Navia to see the magic show. Who knew it would turn into a whole murder mystery? I also witnessed your marvelous sleuthing work. Quite impressive. To beat the Hydro Archon at her own game on her own turf, I can already imagine everyone in Fontaine discussing your exploits over a few glasses of wine. Oh, Paimon doesn't want to become the talk of drunkards. Apologies. It's just how Fontaine is as a nation. Everyone loves drama and theatrics. Uncle Marcel, you've also noticed that other thing, right? The fact that humans can dissolve in water? Yes, I was reminded of your father's case right away. Is that what you're investigating now? Exactly. I still don't have much solid proof, but I can sense that the other side has already begun to act. Oh, and what makes you say that? We were attacked on Araneus by some unnumbered Gardamex. And there was also an attempt to get me to drink water from the primordial sea. If not for the vigilance of my partner, I probably wouldn't even be here talking to you right now. Oh, you're giving us too much credit. Wasn't it you who protected us? Alas, it seems things are heating up again. The peace that Callus sought so dearly will soon become a thing of the past. But rest assured, Navia, Poisson will always remain a safe haven for you. If you're scared, you can always return there. If anyone dares to lay their hands on you there, the Confrérie of Cabrières will use its funds to the last Mora to bring them to justice. Thank you, Uncle Marcel. But I don't intend to go into hiding. I'm going to strike while the iron's hot. Do you have any new thoughts on my father's case? About that. Sorry, my age is catching up with me, so it'll take me a while to recall my memory. The Confrérie was responsible for that banquet.
so I was out and about the whole time making sure things were running smoothly. I didn't even have the time to drink with the guests. Then I heard the sound of a gunshot, and the rest was history. Oh, it's okay. No need to push yourself. We'll ask around some more, see if there are any valuable clues elsewhere. Sounds good. Just let me know if you ever need Mora. All my wealth comes from Callus's patronage and support. I'll spend however much it takes to clear his name. Информация о Марселе. Президент торговой ассоциации Кабриера. Систематизируйте улики. Друзья, ну да, вот же лестница. We've talked to all three suspects, purely based on their conversations with me. None of them sounded particularly suspicious. I suppose that's to be expected, though. If a single conversation's all that's needed to find them out, then my father wouldn't have needed to investigate the case for so many years. Anyway, even though we didn't make a breakthrough, let's still compile what we were able to find. But where should we start? Ah, you're right! Flora mentioned that Callus probably only ended up with the gun because of circumstance. That makes sense. According to Jacques' family members, he already told them that he had been discovered, and that he had no choice before he left home that day. If I had to guess, he probably received an order from the synth boss to kill my father. Had he refused, he and his family's lives would have been forfeit. So, Jacques fired the first shot? Oh? And why is that? Ooh, that's a good point. Jacques probably already knew that he was just being used as a tool for murder. And once he had completed his mission, he'd be of no more use to his boss. Huh. So, what would make more sense from his perspective would be to turn his back on the order and seek protection from my father. Makes sense. But without evidence, that's still just a theory. Besides Jacques, the attack from the Gardamex has been bothering me quite a bit as well. It's obvious that our enemy has become more antsy after the secret of the primordial seawater was revealed. Do you think he knew, even then, that we'd follow this lead to the end? Given everything that's happened since, it's quite possible. But who among the three suspects would have the ability to control privately owned Gardamex? Хрен его знает. Флоран, Тьерри, Марсель. Да Марсель, наверное, вряд ли. Кто он такой-то вообще? Кто его знает? Флоран. Florent? It is true that he was closest to my father, and thus had the best chance of learning about his dealings with Jacques. But as Spina di Rosula's advisor, his work mostly deals with personnel and security, so he shouldn't have much means when it comes to А может, finances. подозреваемых несколько? So you're saying he's too broke to afford a mecha army? Exactly. He can't. And even if he could, I don't think he would be able to dispatch a whole group so quickly. Thierry, you say? Huh.
It is possible that he's figured out a way to convert the Gardamex for personal use. But I didn't feel like he was lying when he was talking to us about the mecha. I also don't think he'd be able to keep that kind of tampering under wraps. Yeah, had he actually tampered with the mecha, we'd be able to prove it with a simple check of the guard's inventory. If the mecha were taken from the guards, it should be pretty easy to find out when and how that happened. Uncle Marcel? My father did really trust him. And they worked together on a large number of projects. Maybe that's how he got to know Jacques. And with funds from the Confrérie, he could also afford a large number of Gardamex. It's still really hard for me to imagine, though. After all, Uncle Marcel has been around since I was just a child. Also, wouldn't this mean he has been spending a whole lot of mora and energy to fight his own synth business? Who could it be? Ай, понеслось. Просон. Вода. Участники услышали 2 выстрела. Никто другой не мог скрыться с места преступления после убийства. Советник. Был на банкете. Да я откуда знаю, мне это ни о чем не говорит особо. Пускай Марсель будет. Игра все равно, наверное, не даст ошибку If допустить. you think everything through, Uncle Marcel is indeed the most suspicious of them all. Раз он типа сам Could we be богатый. missing other suspects? Malus didn't know about the people turning into water thing when he narrowed it down to these 3, did he? Malus has always been very reliable, and his judgment of others' trustworthiness has been fair and well considered. When he laid out his case for the 3, the rationale he gave me made a lot of sense as well. The suspect is knowledgeable about the Spina's internal affairs, has the means to dispatch Mecha to assassinate us, and possesses significant intellect and foresight. Even if I don't want to believe it, I'm starting to see how things could all tie back to Uncle Marcel. Well, we still have another trump card on top of all the theorizing and speculating. Yes, Malus did say that charging straight in there would be extremely risky, but we don't have any other options right now. We need far more solid proof before we can hope to go charging in on our enemy. Navia, here you are. Oh, I've been looking for you. Huh? Aren't you the guy from the guards? Did something happen? Yeah. News came from Irenaeus just after you left. We've got another trial on our hands. Wasn't that place built specifically for holding trials? What's so newsworthy about this one? I know. But they said the person they're putting on trial is a Fatui harbinger called Tartaglia. Да и хер с ним. What? Is that someone you know? Да тот еще гондон. Yeah, we know him. Maybe even a little too well. Well, he's been accused of being the true culprit behind the serial disappearances case. It's absurd, don't you think? Wait, how?
None of our investigations have had anything to do with him. That's what I thought was strange about it, so I came to tell you the news right away. If the charge against him stands, then it'll be next to impossible to get the guards to support any of our planned investigations. Right. Because they'll think they've already found the culprit. Yeah. And it'll be a lot harder then to clear Mr. Callus's name. I understand. Well, partner, what do you think we should do? We still haven't found any conclusive evidence. Huh? Split up? What do you mean? Да я откуда знаю, что он имеет в виду? Just as expected of my partner. Since this is a trial about the serial disappearances case, the culprit's attention will be focused on Irenaeus, leaving his home base wide open. You're right. This is our best opportunity. All right then, let's do this. I'll stall them at the Opera House and charge Marcel as the true culprit. I won't have any chance of making that charge stick, though, unless we find more evidence. It'll be up to you to make it back in time and hand the decisive evidence to me. We'll help you, just like you helped us in Linny's trial. Demoiselle, please allow us to accompany you. I'm ready. Ah, Malou, Silver. When did you two get here? We heard that you'll be leaving Poisson and figured that you might require our assistance. It's our hope that your confidence will be bolstered with the two of us by your side. Thank you so much. Then, let's make haste for Irenaeus. Paimon, Traveler, I'll see you at the Opera House. See you then! Анализ подозреваемых. Учитывая информацию о жанре, в результате расследования мы можем сделать вывод, что единственный человек, который мог иметь в своем распоряжении большое количество жандармов, жандарматонов, или как там, твою мать их, эти терминаторы, в общем, Марсель. Прикольно, что один из ее этих охранников в очках ходит и днем, и ночью. Да, главное это стиль. Now that Navia has set out for Irenaeus, we should also get going. The location has already been marked on the map, so let's head over. Это мы где? Блин. Ты куда не лезешь? What a pleasant surprise. Все это сработало, да? Блин. Что ж такое-то, а? Столько сундуков вдоль берега. Things are going a little too smoothly today.
Illusion shattered. Ha ha! Bullet fly. Yeah. Ha. Yeah. Ja. What a pleasant surprise. Роскошный, кстати. What a pleasant surprise. Когда с каким-нибудь жестким врагом дерешься, дают бомжатский сундук. Когда просто надо какие-то штучки пособирать. Куда я вообще шел? А, я уже забыл. Там вроде больше ничего нету. According to Malusa's info, the synth production base is underwater. Let's go and try to find the entrance. А может, они все втроем виноваты? Марсель, Тьерри и как вот там, Флоран. Почему, собственно, и нет? Козлы, по-любому в чем замешаны. Finally found it. Huh. So this is the entrance that leads to the synth production base. Да не то, чтобы он спрятан. Sure doesn't seem out of the ordinary at all. Ah, you're right. An important place like this is bound to have a ton of protective measures and mechanisms. Navia's probably arguing up a storm right now to stall for us. Как они под водой разговаривают? Тем временем. Тем временем мы обканали воды. It would appear that I must repeat my question again, Mr. Tartaglia. Do you accept the charge that you are the true culprit behind the serial disappearances case? To be perfectly honest, I don't understand your country's complicated court system, or the reason why I'm being charged with something I've never even heard of. However, I did hear that people who have been charged can choose to participate in a duel to clear their name. Is that right? In which case, as long as I accept the charge, I can have an all-out fight with that champion duelist Clorend, right? I've got to admit, that's one of the most enticing offers I've ever received. When I privately sparred with her last time, she was obviously holding back. Real disappointing. Hey! Don't you understand? You're currently the prime suspect for a major case. This isn't the place for you to be looking for fights. Oh? Sounds like the Hydro Archon wants to lecture me on the ways of the Opera House. Then why don't you duel me too? I'm the kind of student that learns best in the heat of battle. No. That's not what I meant.
Alas, it would appear that communication with the defendant is going poorly, and we have made very little progress. In that case, let me explain everything from the very beginning again. The goal of this trial is to determine the culprit behind the serial disappearances case. That case had nothing to do with him. You've got the wrong man. Huh? What's going on? Why is she interjecting again? I told you it couldn't be one of the Fatui harbingers. Miss Navia, this is the second time you've interrupted the court proceedings. I only tolerated your behavior last time because you were able to provide the court with a key eyewitness. But that was an exception rather than standard court protocol. I can very well charge you with contempt of court for your interjections. Oh, please. Did you ever think I had any respect for this place's pointless theatrics? We can put that discussion aside for now. I'm not here to argue with you. I'm here to charge the true culprit behind the serial disappearances case. And if my charges prove true, then Tartaglia here will be proven innocent by default, correct? Oh, a young lady has charged in and offered to clear my name. How fascinating. Well, I'd gotten half bored to death by all these rules and procedures anyway, so I'll take you up on that offer. So, Your Honor, is there nothing else for me to do now? You may take a seat for now in the audience, but that doesn't mean the suspicions against you have been lifted. Now then, Miss Navia, who is the person you would like to charge instead? That person is... А, я еще должен тут на пульке жать. Так мы же хотели этого Марселя. Я могу семью обвинить. А я могу все что угодно выбрать. Ну, давай по плану. Marcel, the head of Confrérie of Cabrières. Huh? What confrérie? Never heard of them in my life. I've heard of them, but weren't they Spina di Rosula's sister organization? Oh, is this going to be a friends to enemies type situation? Please let me remind you, Miss Navia, that charging someone is an incredibly serious matter. Committing to the charge also means taking on the legal responsibilities associated with it. And if the charge fails, depending on the circumstances, you may also be charged with the crime of making a false accusation. Knowing this, do you still wish to charge this man? Yes, I do. In that case, I declare the charge to be valid. Miss Navia and attorneys, please take your places on the court. Members of the guards, please contact Mr. Marcel right away so that he may stand trial. Мясо началось. Mr. Marcel, you will not require an attorney. Is that correct? Apologies, sir. It all just happened so quickly. I still haven't figured out what's going on. I think an attorney won't be necessary. This is probably just a misunderstanding between me and Navia. Very well. In that case, since both sides have now arrived, Miss Navia, please present your charges. I would like to take everyone back to 3 years ago, to the case of Callus the Unfaithful. Only through elucidating what really happened in that case can we connect all the dots for the serial disappearances case. Navia, do you really think that I was the one who killed your father? Come on, why would I do that? Callus was my benefactor, and remember both you and I only ran to the scene when we heard the sound of a gun. If that's enough to make me a suspect, wouldn't that make everyone at that banquet a suspect as well? I think there's no point in getting into the specifics right now. The audience doesn't even have the big picture yet. Even I'm struggling to remember some details of that case. Exactly correct, Your Honor. I must refresh everyone's memory about that case before I can explain my charge and reasoning. I see.
In which case, I will recount the findings about that case as originally recorded by Maison Gardiennage. Oh. On the day of the murder, Spina di Rosula hosted a large banquet in a countryside estate owned by the Confrérie of Cabrières. During the banquet, all attending guests heard 2 gunshots from the courtyard. When the guests arrived at the scene, they found the primary suspect, Callus, holding a gun, while his acquaintance, Jacques, lay dead from a gunshot wound. The guards' investigation did not recover any other firearms from the scene. As a result, they concluded that the suspect's first shot must have missed, while the second must have taken Jacques' life. Кстати, а чем они стреляют? Пулями? Так, надо пулю найти, куда она попала тогда. И спросить у этого челика, кто стрелял-то вторым. The suspect did not dispute this conclusion, and also declined to defend himself in court. Instead, he chose to prove his innocence through a duel. Callus was defeated by champion duelist Clarand in the ensuing duel, and soon succumbed to the injuries. These are the known facts about the case. Охерительная история. The one with the motive to kill was Jacques, not my father. And even so, Jacques still had no reason to pull the trigger. In truth, the third person shot Jacques first, and was shot in turn by my father when my father seized the gun from him. After that, the true culprit turned the third person into water, erasing all traces of him from the scene. Thank you for the summary, Your Honor. Of course, the guard's conclusion appeared quite sensible to us at the time. However, we should revisit the case now that we've gained new information about the abilities of water from the primordial sea. Устроила большой банкет, заранее поместье. Так, а что у меня есть? Поиск противоречий. А, вон. День убийства, бюджета. Торговая ассоциация. Понятно. Единственный человек, который может иметь в своем распоряжении большое количество жандармов и заниматься исследованием следов, это Марсель. Показания семьи Жака. Каллас защищался. Протокол по делу. Неопознанная одежда. Дополнительные вопросы. Твою мать, как много всего. Растворяет жителей Фонтейна. Так, тут что? 2 выстрела. Расправился с предавшим его Жаком. Железные улики. Когда все подоспели, подозреваемый Каллас держал в руке пистолет. А встречавшийся с ним Жак был застрелен. Согласно результатам расследования, никто не мог скрыться с места преступления после убийства. Но после повторного расследования было установлено, что Каллас вышел с банкета без оружия. Третьего лица. При нем не было оружия. Так, минутку, чё? Вышел с банкета без оружия. Каллас. Третье лицо. Может, Марселя вот сюда надо запихать? Так, здесь что? Воссоздание преступления. После осмотра места преступления жандармы не нашли никакого другого огнестрельного оружия. Поэтому было сделано предположение, что подозреваемый промахнулся во время первого выстрела и убил Жака вторым выстрелом.
Несправедливость и молчание. Блин, как все сложно. Я вам что, детектив, что ли? Промахнулся во время первого выстрела и убил Жака вторым. Утвердил, что когда Галс выходил, при нем не было оружия. А что тут еще было? Вышел без оружия. Подожди, я же опровергнуть должен, а не наоборот. Это и так уже понятно, наверное. Торговая ассоциация. Блин, а фиг его знает. Давай вот это, что он выходил без оружия. Тоже нет. Вышел с банкета без оружия. Третье лицо. Третье лицо. Тип Марсель сюда запихать? Тоже нет. Привет, Мортон. Да нормально все. Скрывается кто-то еще. Да блин. Неопознанная одежда. Типа кого-то растворили, да? This assassin first shot Jacques, then turned to shoot Callus, only for Callus to wrestle the gun from him and kill him instead. Вот так вот. Так, а куда надо воду добавить? Промахнулся. Блин, а тут что предъявить? То, что он защищался? Показания семьи. У него не было оружия. Может, это? Нет. А как насчет показаний семьи? Тоже нет. Я так понимаю, где синенький текст? Торговая ассоциация. А тут я что могу предъявить? Ну, это здесь ни при чем, наверное. Да я тут ни при чем. Растворять жителей Фонтейна. А это куда припихнуть? Звуки выстрела. Давай сюда что-нибудь запихаю. The testimony of the victim's family confirms that Jacques had thoughts of assassinating Callus when he set out for the banquet. However, in the end, he reconsidered and instead shared everything with Callus, hoping to seek the latter's protection. Unfortunately for Jacques, the true culprit had already considered this possibility and had sent out another assassin. Этого достаточно? Нет, это очень достаточно. Надо Марселя куда-нибудь припихнуть. Дам. Торговая ассоциация. Ну тут что? 3 штуки остается. Не стал оспаривать. Ну это, наверное, не надо ничего говорить тут. Убил Жака вторым. A pile of clothing was found at the scene. The guards once believed they were used by Jacques as a costume to disguise himself. But now it is clear that the clothes were proof that there was a third person at the scene, and that they were turned into water after committing the murder. Since it was raining that day, the culprit was confident that they could use the rain to wash away all traces of their dissolved accomplice. Realizing this, the true culprit caused the hired assassin to dissolve into water, leading everyone to believe Callus was responsible for Jacques' murder. This is the true version of events. Музыка тут крутая.
Настоящий детектив. Ah, so that's what happened. Wait, you're telling me something as dangerous as water from the primordial sea has been used for all these years? What a great theory. It also explains Callus's and Jacques' respective motives. I guess they didn't shoot each other after all. Mr. Marcel, you are the one being charged with the crime. You should provide a rebuttal if you wish to prove your innocence. Ah, but I think I agree with everything Navia just said. In fact, there was nothing in her speech that directly implicated me. Then, may I ask some questions? In my opinion, we primarily need to determine two things. One, do you have the evidence to back up your claims? I'm afraid not. At least not at this very moment. Boo! If you don't have any evidence, you should just go home! I may not have the evidence with me, but I know where I could go to collect it. If we look up the deserted clothes against a record of people who went missing around the same time, we should be able to find a match. Considering the serial disappearances case, the guards probably kept careful records of all missing persons from around that time, regardless of age or gender. That makes sense to me. Monsieur Neuvillette, I would consider this to be a reasonable investigative direction. Why do I feel like Farina's acting a little differently today? Maybe she's scared of embarrassing herself again? Alternatively, she's become more diligent after charging an innocent citizen in the last trial. My second question has to do with the ensuing duel. If the truth is indeed as you described, then why didn't Mr. Callus explain himself in court? If he had testified that a person had been dissolved, he could have at least mounted a defense. I've thought about this too, and the answer is actually pretty simple. He felt there were things that were more important to him. The dissolving power of water from the primordial sea is an important secret for the true culprit of the serial disappearances case. My father could have exposed it for all to see, but he chose to take it to the grave. At that time, Spina di Rosula was in dire straits, and his reputation had already been shattered. He had no guarantee that going forward with the truth would allow the culprit to be brought to justice. What was certain, however, was that it would paint a gigantic target on my back. Boss once told me that Demoiselle had already been selected as the next target of the serial disappearances case. What? If the secret had gotten out, the culprit would have fought an all-out war with Espina right there and then. I wouldn't have been the only one in danger. All of us would have stood to lose our lives. Of course, the guards might eventually figure out the truth of the matter and determine that we were in the right. But what good would that do? How can a hollow verdict protect anyone? Had this opera house ever given my father any kind of confidence in its brand of justice, Spina di Rosula would have had no reason to exist. But by staying silent, we retained the ability to deter our opponents and continue the stalemate. I was able to become Spina di Rosula's president, which made me harder to target, as well as giving me more time to grow and learn. And once I have figured out the truth and stepped up to the challenge, I will do what this opera house cannot, and restore my father's truth and honor back to him. So, you mean to say, your father intended to die in the duelist's ring? That's right. Do you have any proof? Of course. All you need is to ask his opponent, Clarand. I don't need your apology, your guilt, or your support from the shadows. You don't have to do anything for my sake. But since he entrusted his will to you, Clarand, you should tell us the truth about his sacrifice. So, during the duel, did you believe that Callus was intending to die? Yes, I did. As a champion duelist, I've fought many battles and taken a countless number of dishonored lives. In my line of work, I've seen all kinds of people give their all for the faintest hope to continue living.
Some were determined, others passionate, and some even manic and twisted. Just one look and I can tell if a duelist is hoping to live, or if they're looking to die. I hereby swear on my name and honor as a champion duelist that Mr. Callus never intended to leave the ring alive. Since that's your testimony, I have no more questions. It appears there really are good grounds to reopen this case. I concur. However, Miss Navia, you still have not explained the link between your father's case and the serial disappearances case. Right? What she said was fascinating, but kind of beside the point. Wait, weren't they just talking about the serial disappearances case? Of course, Your Honor. The two cases are connected via a matter of timing. In my father's case, the culprit intended to kill both Jacques and Callus. As a result, they planned to act after hearing 2 gunshots. And at the end of Linny's trial, the culprit also only dissolved the victim in front of everyone because they realized they were at risk of being identified. The culprit could only time their actions so precisely if they were already at the scene. Coincidentally, Marcel attended both the banquet and the trial. So that's why you suspected me. Even after hearing your reasoning, I still can't help but find it a little preposterous. I'm used to it, though. You've always been an impulsive and sentimental child, Navia. It's one of your most endearing traits. No need to appeal to pathos. I won't try to refute your points one by one, but even if everything you just said was true, can you prove that I was the only person present at both events? On top of that, does a person have to be physically present to control the timing? Can't someone remotely monitor the place? Know what she can say to that. I know that even with that, you might still think you can reduce the list of suspects with some further investigations, until I'm the only one left on the list. Alas, who won't feel at least a little hurt by an accusation of murder from a girl you see as your own daughter? But if I were to dismiss this completely, you'd also think I'm not being considerate of your feelings. Ah well, let Uncle Marcel teach you another lesson. Do you know what the biggest flaw in your reasoning is? I suppose you're gonna tell me anyways. It's timing again. I'm a businessman by trade. From that standpoint, there's no reason for me to kidnap young women. It's a high-risk action with nothing to gain. In addition, I left my home in Snezhnaya when I was young to come to Poisson and work in some trade. My business only thrived when I received Callus's patronage. But the disappearances began before I ever stepped foot in Fontaine. I do apologize, Demoiselle. This was my mistake. No, it's not your fault. I'm sure he had come prepared. Is there anything else you'd like to say? Would you like to check the date of my first business license against the first known case of the serial disappearances? You can also take a look at my border entry records, or ask my friends and family when I left Snezhnaya for the first time. Could those records and testimonies do something to appease the unspeakable anguish in your heart? Seems like she got the wrong guy. At this rate, Navia will be convicted for falsely accusing him. I think you've done a superb job of dissecting your father's feelings as he neared the end of his life. But aren't you going against all of his wishes and expectations right now? He wished for you to become more rational, collected, and conscientious, instead of dwelling only on your own feelings. Once you've learned to be more considerate of others' feelings, and to stop rushing headlong into things, you'd have met most of his expectations. This isn't just about me, and it never has been. The biggest difference between me and the rest of the victims is that I still have the ability to search for the truth, while that same agency has long been taken from them. The people whose families were destroyed by synth abuse, the people who lost their loved ones to the serial disappearances, and the people who suffered tragic ends due to their sense of justice. Many people's images are flashing before my eyes. I'm sure some are coming to those of you in the audience as well. And whose image
do you see, Marcel? Is it a man named Vache? Huh. Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. Ну, дела, вот это разборки лютые. Какие тут все умные, прям не могу. Прям на ходу это придумывают. Вау, без какой-либо подготовки. Молодцы, конечно. Опять IQ за 200 явно. Блин, я бы уже утонул за это время. Отряд поменять можно. Первый раз такое вижу. Чё, кого? Что тут есть? Что-то какое-то огромное помещение. Проходить новый ивент? Нет. Там, знаешь, что написано вот здесь? Что надо задание архонтов проходить. Вот это в разломе. Поэтому мне один хрен придется сюжет сначала делать. Ну, точнее, это рекомендуется, что впечатление от игры, ну, как бы не портить, поэтому... Ой. Так что не знаю, как получится. Можно, конечно, с этого сюжета перекинуться на квест в разломе. Сколько там, 10 дней, да я еще успею. Нифига тут система. Как это все работает? От чего? Что за механизмы такие? О. Paimon thinks we need to go up, but Paimon doesn't see a way. Let's take a look around. Maybe we'll find a hidden mechanism that'll show us the way up. Офигеть. Паймон всегда все знает. А тут как, стекло или... Я залезть тут не могу.
Интересно, кто все это строил? И на кой хер такие сложные механизмы? The water level is rising. Now we can swim to the top. But this is still a ways away from where we need to go. Я так и задумывалась. Опять какой-то великий архитектор тут работал. There is no escape. Shadows of fate. Leave my space. Упыря. Shine down. Все время атаки какие-то неприятные. Офигеть. Прям корабль пришельцев. Now the path is clear. Let's go. А зачем вот эти штуки? Просто для красоты? Как тут было соблюдена эта эстетичность с практичностью. Блин, что-то спрыгнул, не посмотрел. Что там еще было? А, хер с ним. Ну тут красиво, да. Круто. А зачем вот этот мост разводить было? Офигеть. Это я понимаю. Кому-то, видимо, было в кайф все это делать. Терминатор стоит. Не, что-то помещение какое-то слишком огромное прям. Illusion shattered.
Ну да, не спорю, конечно. Так-то все красиво. After all that, we finally made it to the innermost sanctum. Though, as expected, the mastermind isn't here. That's right. Then let's hurry up and find some evidence so we can get back to the Opera House and help Navia. Но места тут вообще какие-то лютые. What's all this? Aw, it's a bunch of really cute things. Pink accessories, a hair tie, a necklace, even a makeup box. Oh, Paimon sees it too, but why are all these cute things labeled with different girls' names? Ну, то Паймон умудряется какие-то невероятные вещи придумывать на ходу, то здесь не видит связи. Ну да. Huh? You mean the girls from the serial disappearances? They were brought here? And then they were turned into water. And all the boxes of things. These names. That means... Oh, this is terrible. Вещи пропавших без вести. Имена соответствуют жертвам. Дело об исчезновениях. А они что, хранят их? Как-то с их стороны это немного глупо. И они еще и подписаны. Ну да ладно. Даже у маньяков, у всяких убийц тоже свои там причуды бывают. Let's see what's written here. Nothing escapes Detective Paimon's eyes. Callus. Navia's father. Oh, this seems to be an investigation report on him. Yep, it's about finding someone to assassinate Jacques and Callus because of a lack of confidence that Jacques himself would go through with it. This should prove the existence of the third person, right? We still have not determined the exact content of the key information Callus has passed on to certain members of his organization. The old dog's a real menace to deal with. Even if he abides by the promise he's made to us, he will still have the upper hand. He can act whenever he wants to make our lives miserable. The only option left is to remove him from the picture entirely. I concur. Let's send someone to kill him. He won't declare war as long as we don't touch Navia. Oh, seems like we've got a bunch of correspondence between the higher-ups. They're all just so evil. Отчет по итогам. Тайный организатор не верил, что Жак способен на убийство, и отправил третье лицо убедиться в смерти Калласа. Oh, look! There's an important-looking basin over here, and it's full of water. That means this is where they make all the synth. And that special water is the main ingredient! If you dilute it with normal water, you'll get synth, but the pure stuff can dissolve a human! Paimon will take notes on this incriminating evidence. Привет, Ван Вульф. What's this over here? Looks like some kind of place for research.
Experiment number 16 aims to verify Jacob Ingold's research conclusions on the primordial sea and use his theory as a foundation to achieve a breakthrough. The experiment was a failure. No individual managed to resurface from the water from the primordial sea. Female specimens 22, 23, and 24 were dissolved. А, они над жертвами типа опыта ставили? Sorry, traveler. Paimon will try her best. It's just that Paimon's never read something so scary before. How can someone write something that terrible in such a matter-of-fact tone? Так читай с выражением. The rest. Paimon's too scared to keep going. So that's why he did all of these experiments. Wait, did he really think he'd be able to find a way just by dissolving people over and over? That's just insane! Huh? Isn't that the name you heard by the fountain? Paimon thought he was an eyewitness in the serial disappearances case. You mean Vache is the one who did all of these... experiments? So that's it! Vache was no victim, but personally took his lover and... Какой жесткий чувак. No, that's not it either! If that's the case, why would he want people to resurface from the water? In any case, Paimon will write it all down. О. Эксперимент номер 16. Стрим разработчиков без понятия. Whoa! There's so much synth here! And so many bottles of ingredients that probably just contain the waters of the primordial sea. Mixing in progress. Ready to drink? Stock sample? Huh. They've also got all the synth pretty clearly labeled. Whoa! There's even fruit-flavored synth? Интересно, как вода может растворять людей? Ну, точнее, превращать их тоже в воду. Да еще только, ну, фонтейновцев. Yep, it's super obvious. Абсинтион. We've looked at almost everything here, and it seems like our theories were spot on. But... А может быть, это никнейм, псевдоним? Yeah, we haven't found anything that reveals his true identity. No wonder even Nervalette wasn't able to find anything. Whoever it is probably destroyed everything to do with that name a long time ago. That way, even if we bring all this back to the opera, we won't be able to identify the true culprit. Sure thing. Paimon won't admit defeat to this guy either. Но это у меня риторические вопросы. Все, туда нельзя дальше. А чё позада... А. У меня даже отметки никакой нет. Ну, я вроде все посмотрел.
Подсказки, подсказки. Тут просто вещи людей. You take that side and Paimon will take this side. Check everything carefully. We'll find something for sure. Ага. А там, твою мать, 2 тонны вещей. Nothing at all. And Paimon can't even find snacks either. Whoa, really? Let Paimon see. Vinier. Isn't that Vache's lover's name? Then you found her diary. Let's see. Aw. It's just a normal diary chronicling their love story. She was so sweet, too. Oh, Paimon feels even worse for her now. Не, я это не прочитаю. Это вообще нечитаемо. Это U, а это что? H? Или это L? Это J, а это D? Хер знает. So many! A whole page's worth! But they're all crossed out. Was she unhappy with all of them? The final name she decided on was... Marcel. А, это Марсель. Wait, Кто мог подумать? Marcel's pretty old. Has this case been going on for so long that he's Vache and Vinier's grown son? Hey! Paimon still hasn't figured it out yet. And whose image do you see, Marcel? Is it a man named Vache? Oh, so you do know that name. I'm merely surprised you'd suddenly say the name of someone I've never even heard of. I was waiting for you to say that. Navia! We're back! As expected of my partner. I just knew you'd return in the nick of time. Just how often do you intend to flout the rules of this court? It's all right, Monsieur Nervalette. Given their confidence, I expect they've found the crucial evidence. Вещи пропавших, записка об экспериментах, записная книжка. Что за подробности? Как мы его But the сейчас... truth of it, Marcel, is that you've always been Vache. Блин, ты опять это из аниме там одного, когда они в суде были. Investigated your lair, and we already know everything. After your lover, Vinier, was dissolved, you kept abducting young women to experiment on the hopes of bringing her back to you. You even created Marcel as a new identity, and destroyed all records of your past as Vache. So that's it. Even the villains in opera performances rarely go that far. And with that, Marcel's motive has now been established. This information regarding your past also dismantles your prior timing defense. Well, Marcel, do you know where you went wrong? You fixated your gaze on the lover that passed away, instead of paying attention to the living people around you. So, you never noticed how we changed, or how we grew as individuals. You also never understood Boss's real expectations for his daughter. Or our determination to see things through. Your determination. Mr. Marcel, please speak up now if you would like to defend yourself. Otherwise, the trial will move on to the next stage. Do you really think I wanted to do any of this? Pay attention to you? What for? Have you ever paid attention to me?
ever empathized with my pain, ever known how it feels to watch the love of your life dissolve right in front of your eyes. No one helped me. No one even believed me. All those decades ago, even the officers from the Maison Gardiennage were laughing at me. They said there's no way a human being can turn into water. So I must have gone mad from grief. Vignier's death was brushed away by all of you as if it didn't matter at all. Well, now you know, don't you? Ha! Well, it's too late now. All those who were dissolved are gone forever. You only have yourselves to blame. You set up this ornate opera house in pursuit of your so-called justice, your beloved drama, while turning a blind eye to the suffering of the people. Vignier is dead. We promised each other that we would always be together. Wherever she goes, I will follow. But I'm not from this blasted place, so I can't be dissolved, no matter what I do. Hey, is that water from the primordial sea that he's drinking? I can't dissolve! Can't dissolve! Can't dissolve! Do you all see? I can't go, I can't follow. So if I can't go where she is, what choice do I have but to try to bring her back? I did all of that, and in the end, that accursed Callus still got the better of me. I spent my entire life living on pins and needles, only to get stabbed by his idiot daughter at the very end. The suspect is exhibiting signs of mental distress. Guards, please restrain him. Don't touch me! Don't anybody come near me! I still need to save Vignier. Our promise. We made a promise. Vignier. Vignier! Please, Vignier. Don't think badly of me. All I want to do is fulfill our promise. At this point, the verdict of this trial is clear. With Mr. Marcel's conviction, the charges against Mr. Tartaglia no longer have any basis. Fine by me. I was in a bad mood, but after a show like that, I'm actually feeling pretty good. Traveler, please submit all the evidence you have collected to the guards, so that I might review and summarize the truth behind the serial disappearances case. The man now known as Marcel was originally named Vacher and worked as an adventurer with his partner and lover Vignier. During an underwater expedition, Vignier accidentally came into contact with water from the primordial sea and was dissolved in front of Vacher as a result. Vacher learned of the primordial water's existence through the work of others and began to kidnap young women for research, with the goal of discovering a method to restore Vignier back to life. To cover his tracks, he invented the new alias of Marcel and began to operate a business in Poisson. During the course of his research, Vacher discovered that a diluted concoction of water from the primordial sea can induce feelings of euphoria, and began to manufacture and market synth. However, as he accumulated wealth to fund his continued research and expanded the scope, he came into conflict with Spina di Rosula. After exchanging blows with Spina di Rosula for many years, Vacher decided to assassinate their president Callus at a banquet. Although the assassination did not go as Vacher expected, he was able to turn Callus into the murder suspect by dissolving the assassin he sent to the scene. And just recently, Vacher attempted to frame Linny as the culprit of the serial disappearances case, using a similar method. However, his attempt to frame Linny failed, and the power of water from the primordial sea became public knowledge. This case also exposed enough of Vacher's machinations that he was eventually successfully charged in court. Thus concludes the enigmatic history of the serial disappearances case, with the truth revealed to all. Просто разнесли его в пух и прах. The oratrice will now deliver the final verdict regarding the charges against Mr. Vacher. Кстати, вот эта сценка из Ханкая, когда билетик вставляется.
Ну, наоборот, точнее, вханкает это отсюда. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Mr. Vacher is guilty. Вот так вот. Да казните его прямо здесь. Guards, take Vacher away. Good. It's what he deserves. Этим пофигу. The serial disappearances case is over now. We really just witnessed history. Who would have thought the true culprit would be such a polite and well-spoken guy? Yippee! We helped Navia bring the bad guy to justice! He's hurt so many innocent people and now he's finally getting what he deserves. Huh? Are you okay? Demoiselle, you were absolutely brilliant. The day our late boss had always hoped for has finally come. You can rest easy now, knowing justice has been served. Yeah. Yeah. It's finally over. It's all thanks to you guys. And my partner. See, Papa? Spina di Rosula's still doing well with me at the helm. Well now, hasn't this been a most delicious piece of drama? The villain has been caught, justice has been served, past wrongs have been righted, and it's a big ol' happy ending. Те, кто еще спрашивал. Since it's been such a great show, I'll just let the false accusations against me slide. Either way, I've still got some business to attend to. So, if you'll excuse me... Ну ты чмо. Please wait just one moment, Mr. Tartaglia. What now? None of this has anything to do with me. According to court protocol, since this trial was initiated due to a charge against you, a verdict must also be made regarding the initial charge before the trial can conclude. Oh, come on. Is this really necessary? Haven't you already caught the real criminal? Isn't it time for side characters like me to exit stage left? Please respect the laws of Fontaine. This has always been the rule. All right, but this sure is a lot of hassle. All I need to do is stand over there, right? Let's just get this over with. Through evidence presented in the public trial that was just held, it has been established that Mr. Tartaglia has no direct connection to the serial disappearances case. The guilty party has been identified, and thus it is logical to suppose Mr. Tartaglia is innocent of the charges. We now turn to the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal to render the final verdict on the charges. According to the judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, Mr. Tartaglia is guilty. What? Hey! That's not funny! Didn't you just say I'm supposed to be innocent? What's with this verdict? Is your justice machine malfunctioning? Huh? This has never happened before. The Oratrice actually returned a different verdict from the Chief Justice. I mean, have you ever heard of an innocent Fatui Harbinger? Do you think the Oratrice might have just convicted him on general principle? Да у него преступлений But там weren't все the charges карманы about the забиты. serial disappearances case? No matter what else he's guilty of, it shouldn't affect the verdict in this case, right? Ну его есть в чем обвинить. Машина-то, видимо, умнее, чем кажется. The judgment of the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal is, by law, the final verdict of the court. We must accept the guilty verdict. Guards, please take the suspect into custody per court protocol. So this is how justice is done in Fontaine. What a joke. You've got your rules. Well, I've got mine too! He's activating his
I am sorry. If you have been wronged, we will find the truth. Что ему так вломил The ему? rules of the court must be upheld. Нихера он его впечатал. Бля, он мощный. Чуть-чуть задело, правда. Нормально он его успокоил. Hey, Monsieur Novelette, what's going on? Shouldn't they have been cleared already? Apologies. This is also the first time I've encountered such a situation. However, according to the rules established at the conception of Fontaine's court system, the Oratrice's judgment is the final verdict of the court. All I do is follow court procedure. As for why the Oratrice arrived at the conclusion it did, you should probably ask someone more knowledgeable than me. Why are you looking at me? I had nothing to do with it! I don't know what happened there either! Hey, stop staring at me! What does Lady Farina mean by that? She says she has no idea either, but that's impossible. Didn't she create the Oratrice herself? Yeah, so are the verdicts reliable or not? Can results like this really be called justice? My dearest citizens, did you really think we'd allow an incorrect verdict to be handed out in this court? Did you really believe that the judgment could be mistaken or be the result of some sort of random mishap? Don't tell me you thought even I had been blindsided by the Oratrice's result. But the way she looked just now, it was pretty obvious she had no idea what was going on. However, given the state of things, I shall give you an explanation. Everything that just took place, including my supposed shock and bafflement, was a part of an elaborate performance, with every action meant to stir up drama and excitement. And, of course, for every performance there is a script. Everything has unfolded exactly as I expected from the very beginning. As the embodiment of the very concept of justice, the Oratrice shall never render an arbitrary judgment! If you thought Child had nothing to do with the serial disappearances case, it is only because you've been blinded by the superficial appearance of innocence. Everything he's done, not to mention the danger he poses, are beyond ordinary comprehension and completely unforgivable! All shall be revealed in time. You will come to understand my noble intentions, as well as the absolute correctness of the Oratrice's verdict. Now, having said that, although I hate to leave things hanging in suspense, it is now time for this performance to end. As the lead actress, I shall be the first to take my leave. Toodaloo! So she chose to make her escape after all, did she? So you're saying we shouldn't put much stock into what she just said? She probably just put on that performance to save face. As for the truth, it's unlikely that she actually has any idea. However, please be assured that I will continue to investigate this case in a personal capacity. Just as I promised, if the judgment has been incorrect, we will do our utmost to clear his name. All right. Even though we feel pretty badly for him, we'll take your word for it for now. After all, he's done plenty of bad stuff, so he should have known he'd go to prison someday, right? Что она несет? Кого жаль? Его? Мне его не жаль. Только что же сказал, он совершил много плохих поступков. Я надеюсь, мне не надо будет в этом участвовать. Мне абсолютно насрать, что с ним будет. Можете вы еще раз впечатать куда-нибудь. Меня это не касается. Нави-то я помог, да. Тут как бы... Всем остальным разбирайтесь сами. Да, Мортон, я не против армии. Только сейчас я отойду на минутку туда.
И я не знаю, что такое гарда или гарды, как там написал. Понял. Для прокачки талантов. Подожди, а как это фармить? Ты имеешь в виду, что ходить по Инадзуме и гасить всех подряд? Вот этих чуваков? Да это ж с ума сойти. Но у меня 133 вот этого говна, может, этого хватит? 2 штуки. 0. Девять. Ну ладно, вообще тут многовато. Блин, как сложно-то. Какой кошмар. А это фармить что-то это... очко какое-то. Покупает за звездную пыль. Алхимия. Черт. Отслеживаться. А там разве прям что, все отслеживаются? Мне, наверное, одно местоположение какое-то поставят. И вот, то есть мне вот так каждый раз кнопать? Ну, типа, сейчас мы этих загасим, потом опять я кнопну, он опять отметит. Вот это да. Вот это очком. Да я понял. Oh, Monsieur Neuvillette! That power you showed when you took him down. Who are you really? I'm the Chief Justice of Fontaine, of course. If officers of the law lack the strength and capability to enforce it, then it makes a mockery of justice. Автоматом. Ну ладно. Hey, what are you doing? Quick, stop him! Чё иметь? Traveler! Hey, Traveler! Marcel! What are you doing over here? Stop resisting arrest! Cease, or we'll add another charge to the list. No, wait! I just want to ask the Traveler something. I'm not looking to run away. Please, just let me ask У this нас one преступники small просто так thing. бегают.
Go on. Thank you. Thank you. Да говори уже, блядь. Торпёр. I was being led away when I finally realized something. Where did you first hear the name Vache? I erased all records of that name. So, unless... Are you still trying to prove your innocence? Give it up. You've already been convicted. Really? You did? You're sure? You met her? But how could that be? How did you manage to do it? The Fountain of Lucine? Then she's been so close to me all along. And I just never... Please give me a chance to talk to her again. Just let the Traveler take me to the fountain to see her one last time. This is the last request I'll ever make in my life. You can do whatever you want to me afterwards. I don't care. What? Give an inch and you want to take a mile? Do you think serial killers get to make requests like that? Paimon agrees. Why should we give him what he wants when he's only done a ton of super terrible things? This request, is it worth as much to you as your life? Of course! Wait, no. It's worth even more than my life. Humans. Will they betray the instinct to live just to satisfy spiritual needs? Very well. I will grant your request. Your Honor, I fear that... I will go with him. You do not need to worry about any escape. In that case, I shall leave him in your most capable hands, Chief Justice. Thank you, Your Honor. Может, еще ему ужин приготовите? В ресторан сводите, не знаю, в зоопарк. Нахер ваше правосудие. Не велят что, не человек, что ли? Ну вы даете. А гидроархонт вообще бесполезная. Ну, вообще, на самом деле, единственное, что я понял из игры, все архонты, типа в кавычках боги, абсолютно бесполезные бичи. Они только людям разве что могут втащить все. Ну, у которых даже глаза бога нет. И так-то они какие-то такое себе. Особенно Фурина. Фурин что-то болтает много. Is this the place? You said she's here, but what do I need to do to see her? Да я откуда знаю. Yeah, and even Paimon could hear her after drinking that thing. Didn't you just drink a lot of it on the stage as well? Oh, in that case... Vache! Ah! Yes, that's it! So you heard it too! Vinier, it's me! It's me, Vache! Vache? Vache? I'm here! Where are you, Vinier? I'm coming for you. I'm finally here for you. Hey, wait! Be careful! Hey, wait! Что он в фонтане утонет? Vinier, is that you? It's me, Vache! А как он вошел туда? Как это работает? Vache? Why did you come? Didn't I say? You don't need to look for me. You look a lot older than I remember. How long has it been? It's been more than 20 years. I've suffered for over 20 years since the day you left. All this time, only the thought of bringing you back has kept me alive. Nothing else mattered to me. I must be dreaming. Who would have thought I'd get the chance to tell you all of my feelings like this? Vinier, you are my everything. I really don't know how I could live without you. But Vache, if you ask me, this world would be better off without you. What are you saying? If not for you, I would have finished my law degree and probably become a top-tier attorney one day.
If not for you, I would have continued to pursue my love of the arts, and my works would have been displayed in the Palais Mermonia itself. If not for you, I would at least have been able to take care of my mother. And she would not have grown old and died alone, with nothing but the tears on her cheeks. It's all because of your selfishness, Vache. It's all because of you. You... Wait, you are not Vignier. Who are you? You're right. I am not Vignier. I am the sacrifices. Every woman who died by your hand, as our bodies dissolved, our consciousnesses flowed back to the primordial sea. Our thoughts circulated endlessly within the primordial sea, and we were no longer individuals, but we became one, just as streams of water come together in the sea. I'm Cressy. I'm Lemony. I'm Azine. The only one I am not is Vignier. Why? But then, where is Vignier? She doesn't want to see you anymore. Every tendril of her consciousness is avoiding you. This is what you get for your selfishness. Your selfishness robbed us of our lives and our futures. You said time and time again that you'd do any and everything for her. But did you ever consider whether she'd want to see you do the things that you did? If she would despise you for what you became? You are a liar, a heartless murderer, and a cowardly narcissist. The only thing you are not is Vignier's beloved. From the moment your first victim died and her consciousness merged with Vignier's, she has had nothing but pure hatred for you. No! Vignier! She can't hate me. Let me see her, please. Have mercy. You still don't understand. When I said don't look for me, that came from the real Vignier. She really doesn't want to see you anymore. But on top of that, she also said that because it's her final drop of pity for you. She said that because she knew that if you did come here, we will show no mercy to you. Vache. Vache? Vache. 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 Drown. Ну, это, кстати, сценка была эффектная. Можно было, конечно, еще добавить спецэффектов. Ну, блядь, как всегда все. А так ничего, так прикольно было. Может, какую-нибудь музыку страшную добавить. Finally, we have some time to do shopping. Gosh, it's really been a long time since we've been able to relax. Huh. Well met, partner. I knew something great was going to happen when I woke up in such a good mood today. Even this weather can't put a damper on the demoiselle's mood. It's a pleasure to see you both again. Oh, hey, Navia! It's been a few days. Paimon's already started to miss you. Oh, now that I believe. I'm easy to work with and always bring home the bacon. Who wouldn't treasure having a partner like me? Sounds like you're really enjoying life these days, Navia. What have you been busy with since the trial? It's just been one thing after the other.
I've been making non-stop trips between Poisson and the courts in Sen. Everyone from Spina di Rosula organized a memorial for my father. We never held a memorial when he first died, since everyone knew that even if we held one back then, no one was going to come. This time, though, everyone in Poisson, and even many people from the court, all attended. So his name's definitely been cleared now. That's what we like to hear. It's been the dearest wish of Demoiselle all along. That blasted stubborn fool. I was right to put my faith in him. I'm so glad I didn't give up on the case all those years ago. Oh, by the way, I ran into Charlotte just after I left the memorial service. Well, maybe it'd be more accurate to say I knew she would be there, and there was no way she'd just let me go. Huh? So you know Charlotte too? The Charlotte? Journalist from the Steambird? Yeah, way back when I first became the president of the Spina di Rosula, she was all over me. Wouldn't take no for an answer. I believe the story was called The True Heart of Darkness, Secret Tales of the Yellow Rose. To be fair, though, it was a really flattering feature. So, we've been on pretty good terms ever since. She was trying to lean on our friendship to get me to do an exclusive piece on the serial disappearances case. Oh yeah, she told us about that. She's always been super interested in that case, so now her wish has finally come true too. Anyway, I told her to make sure that when she writes about you guys entering the opera house with the critical evidence, that you both sound really cool. Now that's another thing to look forward to. We trust Charlotte's skills with a pen for sure. Oh, and in other news, I also took Clarand out for a meal. Oh, are you two on better terms now? While you were investigating Vachey's headquarters, Clarand gave testimony on my father's behalf. It was thanks to her that we were able to turn the tide. I wanted to thank her. I mean, there's also no point in being awkward all the time, so we took the chance to reconcile with each other. Oh, that's great. Paimon also thought Clarand wasn't actually a bad person. It's always good to have more friends. Anyway, now that the case has finally been solved, perhaps it will slowly begin to fade from the public consciousness. Oh, actually, there's still one last thing I need to do. What is it? I should pay a visit to my father's grave, and tell him the truth of what happened, as well as how it all ended. And on top of that, just how much people still look up to him, to this day. That includes me, too. Miss Navia. Indeed. We want to go too! We also think Callus is a really admirable person. Sure thing. I'd like you two to share the moment with me. After all, without you, there might not have been such a positive ending. Then in that case, everyone, let's be off. Considering the recent weather, we'll be lucky if we can reach Poisson before dark. Yeah, you're right. It's been raining non-stop for a few days now. Сейчас опять какая-нибудь херня произойдет. This is where my father's grave is. To be perfectly honest, even I haven't been back here for a long time. Huh? There's someone there already. Wait. That figure. It can't be... Isn't that Nervalette? Why would the Chief Justice be here? Huh? Navia? My apologies. I should have asked before coming to pay my respects. Don't say that. Sorry about that. Oh, I was trying to say there's no need for you to apologize. I wanted to show my father how much I've grown, but still,
I doubt I've grown to the point that even the Chief Justice would feel compelled to apologize to me over and over. In that case, I will stop apologizing for now. You really could use some pointers on understanding human emotions, Monsieur Neuvillette. In any case, why did you come to Poisson? Well, ever since that day, I've been turning a question over and over in my head. Just what is justice anyway? There was once a time when I didn't want to believe that there could be anything more important to humans than life itself. Oh, rather than that, it's probably more truthful to say I didn't believe humans were capable of resisting the most basic instinct of living things. That they could rebel against their own nature, or consider certain things to be more important than their own lives. Which is also why I didn't stop your father from beginning that fateful duel. I believed that a truly innocent man would never throw away his life like that. That there was nothing, should have been nothing more important than one's own continued survival. But Mr. Callus proved me utterly and decisively wrong. If not for his sacrifice, the serial disappearances case would have remained unsolved to this day. Mr. Callus made the choice he did for his daughter, for his associates, and for many people completely unrelated to him. And in the end, from a certain perspective, one could say that he did it all for the sake of justice. A justice that's higher than life itself. So, you asked me why I came here. I just wanted to say my apologies to Mr. Callus in person. I should have noticed all of this much sooner. This regret has filled me with a sadness that has haunted me for days. That high and mighty chair in the opera Epiclese indeed insulates one from many important things. Spina di Rosula, thank you so much for your hard work and perseverance. I'm sorry for being mad at you before. So, you're actually one of those types that's cold on the outside, but pretty thoughtful on the inside, huh? That reminds me of Silver, one of my guys. Sorry about that. Self-expression is not one of my strong suits. Didn't I just say you don't need to apologize? Ah, so Navia and Neuvillette seem to have made their peace as well. Let's not disturb them for now. We can wait till after they're done. Paimon's never paid respects at someone's grave before. Did Paimon do anything rude there? Huh? Oh, Paimon didn't know that was a thing. But Paimon doesn't know what she would do if she can't fly. Oh no. Paimon hopes Miss Navia won't be too mad. Anyway, Neuvillette is still standing around there. It's not often that we can catch him alone like this, so why don't we go talk to him for a bit? If we can't talk to Lady Farina, we can at least talk to him, right? Oh, it's you two. Did Miss Navia invite you to come pay your respects to her father? We ran into Navia on the streets today, so we just followed her here. I see. Then is there something that I can help you with? Well, it's pretty hard to run into you like this, since you're usually super busy. So we figured we could try to ask you a few questions, if that's okay. Please feel free. Though outsiders, you helped us solve one of the greatest mysteries in Fontaine, and it would be my pleasure to return the favor. So, at court, the bad guys referred to that special water as water from the primordial sea, but what is it really? Truthfully, that name is already quite accurate. I can only surmise that Vacher and his ilk only learned of its nature and existence after extensive research.
There used to be a special sea on the surface of this planet. The nature of its seawater was rather different from that of the sea we know today. Most of Tevat's life forms were first born in that special sea. You could say it nurtured much of the life on this planet. Huh. So it really was where everything began. It makes sense to call it primordial then. But today, the primordial sea no longer exists on the planet's surface. What Vache discovered must have been some kind of special case, or a remnant from a truly ancient age. Huh. So that's how it is. Oh, you really know everything, Monsieur Neuvillette. But if that's the case, then why would people, at least people from Fontaine, dissolve in that kind of water? Indeed. Why would the primordial sea, which was known to engender and nurture life, suddenly reverse itself and devour life instead? To be frank, that also doesn't match my understanding of this world and its laws. There must still be some unknown secrets around the people of this land. Is there anything else you'd like to ask me about? That the sea levels will rise and everyone will be dissolved in water, leaving Farina crying alone on her throne, but the sins of the people will be finally washed away for good. Does that appropriately summarize the version you've heard? That's right! It was Linny that told us back then. And that about covers all the main points. Yes, up to the present, I think we reached a point where we have no choice but to confront this prophecy directly. Rumors have it that this prophecy is rooted in the last words the former Hydro Archon left to the world before she passed away. A prophecy? Of the former Hydro Archon? Wow. This is the first time that we've ever heard of it. Two parts of the prophecy have already proven correct. The rising sea levels and the ability of the people of Fontaine to be dissolved. We should be more vigilant and stay on the watch for further signs. Speaking of the prophecy, Farina has also always taken it quite seriously. Indeed, she has been collecting information and intelligence from across Tevat for this purpose. If the rumors were true, then perhaps this prophecy is the conundrum left to Farina by her predecessor. But with Farina being the way she is, can we really trust her to solve it? Is there anything else you'd like to ask me about? My apologies. My investigation has still not reached its conclusion. However, I still believe the judgment of the Oratrice was not rendered arbitrarily. But you also said you thought he was innocent. For many years, I have been quite aware that the Oratrice does not simply mechanically repeat the verdict that I give on each case. As a divinely created mechanism, the people's unified faith in the concept of justice is integrated into it. Not only can it produce the incredible power of indemnitium, but it likely also possesses other traits, such as self-awareness. Which is all to say, I've been prepared for a situation like this for a long time. Huh. So when Linny told us that he heard a human voice from the room where the Oratrice's core is stored... I was not aware such a thing had occurred. Perhaps that could serve to prove my conjecture. I will add that to the list of items to investigate. In any case, I am inclined to believe that the Oratrice does have a methodology all its own. We just do not have enough information. Based on Farina's reaction, I doubt even she had any idea what was going on. She managed to bluff her way through it, though, with her time-tested twin tricks of bravado and drama. While we do intend to get to the bottom of this, for now, we regret to say that the Fatui Harbinger will just have to bide his time in the fortress of Meripede. If we did incorrectly convict him of crimes he did not commit, we will most certainly compensate him to the fullest extent allowed by the law. If you ask Paimon, the only compensation he'll want is a no-holds-barred fight with you. Is there anything else you'd like to ask me about? Это лучше его не выпускать. Даже если он получит пожизненное, ему есть за что сидеть. Your sibling? Another blonde-haired traveler? I'm sorry, but I've never seen anyone who matches that description. If she ever stepped foot in Fontaine, I'm sure she followed our laws to the letter.
and had no reason to appear on the stage of the opera Epicles. Is there anything else you'd like to ask me about? Very well. It was my honor to provide you with what answers I could. I very much enjoyed conversing with you. It will soon be time for me to leave this blissful tranquility behind and return to Palais Memoria. You really are super busy, Monsieur Neuvillette. Paimon thought you only came here to pay your respects today because you had the day off. Crime and villainy do not have the day off, and so justice must work around the clock as well. This is merely the nature of a justice's work. All right. You've got a point. Huh? Paimon just noticed that the rain has stopped. You know, we've been walking around for a while now. Why don't we go back to the Spina di Rosula base in the Court of Fontaine and have a rest? Navia said something about having a place ready for us there, didn't she? Come on, let's go! Это у них типа кладбище. Мини-кладбище. Как-то могилы очень близко друг к другу расположены. Как так хоронить можно? Ну, в принципе, можно это по квесту в разлом пойти. Раз с этим закончили. Еще, кстати, можно помолиться разок. 5 штук. Замечательно. Ради этого я столько копил. Еще 2 части. О, Сара. Нормально. О, Беннет. Нормально. Все оказалось не так плохо. 2 героя и какая-то палка. Хорошо. Удача кузе Сары. Удача. Так. Уже второе. Увеличивает восстановление энергии Беннета аж на 30%, когда его ХП падает ниже 70. Вроде с одной стороны хорошо, а с другой, ну, пойдет. Глаз ворона. Когда Тенгу Дюрай дают персонажам бонус атаки или попадают по противнику, время отката навыка призыва грозы Тенгу уменьшается на 1 секунду. Этот эффект может возникнуть только 1 раз каждые 3 секунды. Призыв грозы. А, ну это навык.
Ясно. А, он до сих пор отслеживается. Ну, пойду гляну, что там, кого. Там какие-то бомжи. Интересно, что там за разборки в разломе. Еще я забыл третий сюжетный квест. С чем связан? Надо посмотреть. Это. На хиду. Даже так. Что для этого надо? Рыжий клен. Ну да. Хорошо. Onwards. We have work to do. Тют-тют-тют-тют-тют-тют. Музыка прикольная. Так. Make sure to keep А что up. 2 молнии дают? Это огонь, какая-то хрень. Высокое напряжение уменьшает длительность гидроэффекта на 40%. Статусы сверхпараллель, перегрузка, заряженность, стимуляция, обострение вегетации имеет 100% шанс оставить элементальную частицу. Электро. Откат 5 секунд. Гидроэффекта. А что уменьшает электро? Лед. Так вот. Просто если я дерусь электро в воде, то в итоге я сам же получаю урон от воды, которая наэлектризовывается. Ясно. It's time to move on. We shouldn't stay here. Да, только что крутанул. Кого я до 80-го? Я не знаю. Да Джин, по идее, надо. Розария готова. Мону. Тау есть, Райден есть. Бэйдоу есть. Наэль, ну не принципиально, но можно. Синьцу это мне особо-то и не нужно. А я все равно всегда найду кого качать до 80-го. Беннета, раз он саппорт хороший. С этой я просто еще не встречался даже ни разу. Так что качать-то всегда есть кого. Ой, не-не-не, не хочу с вами воевать. Это он тот островок маленький? Да, Контик, привет, я же вижу твой ник. Круто ты залетела. Ну да, там упал это... Сара и Беннет. И какая-то палка. Бум. Какие они живучие, а? Вот упырь. Ну да, вроде он следующий отметился. Вот это. Ну да, копье Фавония. Синьцу стоит прокачать? Ну, наверное. Он вроде как и так 70-й, ну... Вроде как в качестве саппорта его пока достаточно мне.
Кавку? Ну да, было дело. Кавка и выпала. Этот, как его, доктор Рацио, мне особо не понравился его характер. Какой-то он как упырь себя вел в квесте. Почему бесплатно дали именно такого? Что-то он мне не очень... Я особо против него ничего не имею, но его характер мне не зашел. Говнюком мне каким-то показался. В сандалиях, блядь. Сушан кучу раз там выпало. Сушан вообще все идолоны прокачал полностью. Еще кто-то. I do hope the Knights of Favonius are all working hard. Сосулька. И что, ты живая осталась? Ничего страшного. Я помню, один раз тоже шел что-то под домами зимой, несколько лет назад. Такая здоровая сосулька, только не на меня упала, а буквально, я не знаю, сантиметров 30, может быть, у меня за спиной. Я прям почувствовал, как она пролетела. Такая сосулька, наверное, убил бы меня, по идее. Ну, как-то это нелепо умереть от сосульки, такое себе. Onwards. We have work to do. Да, Мортон, спасибо. Нет, это какой Юимию крутил. Да вы можете перемотать и посмотреть, если так хочется. Что такого? Это же останется навсегда в записи. А то вы так говорите, как будто все. Это кануло в бездну какую-то. Ау. Say no more. How's this? You can't run. Very. Judgment. Very. Кстати, сюжетка этого Фонтейна мне нравится, интересно. Расследование, все такое. Я особо-то как бы все супер умные, поэтому мне сказать-то иногда нечего. Все прям на ходу до всего догадываются, красавцы. За секунды. Все невероятно умны. Там вроде ничего сложного, но все равно. Все на опыте прям. Но тем не менее было интересно, да. You can't run. Illusion shattered. Judgment. Who is blood? Judgment. Контик Даланти, не было там никакого контента. Че я? Помолился, да и все. Сара, Беннет и Копье Фавония. Делов-то. Довольно неплохо, довольно продуктивно. Всегда бы так. А то иногда китайцы хитрят. И ничего не дают.
Гарант на кавку нет? Нет. Вообще нулевый был. Полностью нулевый. Не помню, кого я в прошлый раз крутил, но... Кажется, в тот раз гарант был. Или нет. Или да. А, не было, наверное, не было. Не было, поэтому нет. То есть я ни разу... Как с прошлого раза я выбил кого-то, я с тех пор даже не крутил. И я со счета сбился. Я сначала хотел посчитать, а потом сбился. Но кажется, 0,6 прокатило. Кажется. Но это не точно. Я думал, китайцы опять заберут у меня все эти, ну, камешки, как они там называются, забыл. Ну нет, в этот раз лучше получилось. А вот в прошлый раз, кого я выбивал, кстати, да, мне сначала выпил стандартный герой. Я такой обиделся, думаю, герой это нормально, это Вельт, кажется, был. Но я продолжил крутить. И китайцы забрали у меня вообще все, что у меня было, прям в ноль. И на самой последней десятке выпал герой, которого я хотел. Ну там тоже, кажется, 0,6 прокатило. Причем и первый раз, кажется, 0,6 было, и второй. Или нет, не знаю. В общем, китайцы как могут. Шеврёс. А, ну, кстати, да. Мне уже сколько... 3 раза Беннет выпал, 2 раза Сара. Шеврёс нету. Иногда такой почему-то стрим бывает. Выпадает кто-то конкретный. Когда я Хутау крутил, мне сколько? 5 раз выпал Синцу или 6 раз Синцу. Только он, кажется, выпадал. И в последней десятке уже Хутау наконец-таки упала. Нет, Старейла на стримах не было. Можно было, конечно, хоть видос записать, но мне все время кажется, это кому это интересно. Обычно такие видосы с крутками делают, когда у человека там настолько огромное число этих камней, или как они там в Ханкай называются, не помню. А у меня было 1015 вроде, или 16, не помню. Так. Любой крутки ему, да это понятно. Только шанс настолько маленький, что вряд ли ты порадуешься. А если все-таки порадуешься, считайте, наверное, очень сильно повезло. Вот тебе оно надо прям так, да? Умереть прямо здесь сейчас? Видосы с крутками тупость. Но людям нравится. Я бы даже сказал, у некоторых вроде как это чуть ли не основной контент. Только, наверное, это мажоры какие-то, которые закидывают кучу бабла, а потом крутят там. Не знаю, почему людям нравится на это смотреть. Мне не очень нравится смотреть, как другим везет. Нет, я рад за всех, конечно, но мне обычно не везет.
В итоге какая-то жопа непонятная. Что-то как-то обидно в итоге становится. Поэтому я такой не смотрю. Да. It's my lucky day. Illusion shattered. Judgment. Shine down. Дерево такое большое. Где кто? О, как далеко. То с успокоительного решил... Ты решил крутить Райден, потому что посмотрел видосы, где что-то крутят? Жесткие вы ребята. Если где-то кому-то повезло, еще не значит, что тебе тоже повезет. А если не повезет, еще хуже станет. Блин, а где тут те кустики были? Хотя зачем они мне? Или это я где-то наверху здесь искал? Че, Мортон, я смотрю, ты супер везучий. Все поупадало, все, что может. Неплохо. Бездна, а нахера мне бездна? Да там все супер сильные, по-любому. Я еще слишком слаб для такого. Там всякие бэйнеты, наверное, нужны и все такое. Как ты это... Еще тут геометрия. Или это выбор у тебя? Учить геометрию либо крутить? Геометрия, да, очко. Нет, ну я, может, и не слабый для первых этажей. Ну вот которые последние, какие они там, 9-й, 10-й, 12-й, ну вы поняли. Там же все лютые, там же по 2 команды надо собирать. Одну команду-то сильно у меня получится, а вот вторая... Нет, ну пройти-то, может, и пройду, но вряд ли на все звездочки, максимум одну, наверное. Наверное, и за одну, кажется, что-то дадут, ну... Чё, кого, чуваки? Ау. Блять, ну ты и гнида.
Хотя я сам на них нападаю. Я на них нападаю только потому, что они уже враждебные. Хотя нет, они первые нападают, я только иду к ним поближе. Так сказать. Это можно назвать провокацией, конечно, но нет. Блин. По привычке нажимаю. Picked the wrong test subject. Надо сходить подлечиться. А кто не знает, вот эти враги, ну они же по идее обычные самые, так сказать, просто NPC. Они обновляются как часто? Тоже раз в 3 дня? Никогда не обращал на такое внимание. Если войти в игру, они обновятся? Вряд ли, наверное. Раз в день? А, ну да, логично. По поводу там, ну, когда у людей по 2-3 аккаунта, мне как-то больше нравится один. Именно его я качаю. Я понимаю, почему люди могут создавать второй, например. Ну, вроде как тут тебе одно выпадет, там другое, ну... Мне как-то больше по душе, если один какой-то будет. Оу. Открыть 10 сундуков? Не знаю. А что, у тебя вообще все сундуки прям найдены? Вообще все? Уж не найдется десяточки? Где-нибудь. Ну да, тогда не знаю. This job's so much easier now that I don't have to check everyone's travel А, кораблик он там.
Не знаю, но, видимо, там какое-то событие, где условия вернуть в игру давно не заходившего игрокам. Или что-то из этого. Я даже искать бы не стал. Делать мне нехер. Сами пускай, блядь, возвращают. Я тут при чем? Чё смотришь, блин? Можешь поближе подойти? Я не могу туда проплыть. Габариты корабля не позволяют. Ладно. Все с тобой ясно. Что тут у вас есть интересно? Let's get down to business. Let me scry. You can't run. How's this? Finally, No. Синенькая горда. Let me try my blow. One strike will suffice. There's more! Illusion shattered. Judgment. Fall before me. Get the fairy. Taste my blade. Finally, No. Cheap tricks. Isn't over. I'm ready. There is no escape. Judgment. This. Благо там телепорт есть. It's my lucky day. Shine down. I'm ready. Punishment. Decided by destiny. Judgment. Go and splash. Illusion shattered. The fairy you win. This. Там еще кто-то есть. Не знаю таких. Яхья. Ну да, Мортон, давай, спокойной ночи. Розария с Рейзером? Нет, первый раз слышу. А если у тебя нет Рейзера, то все, ей играть запрещено?
Это стыд и позор? Ну и ладно. Абсолютно насрать. It's my lucky day. Boom. Shine down. Finally, No. Поди ниц, бичара. Сколько у тебя историй всегда? С ума сойти, сколько с тобой всего происходит ежедневно? Let's get down to business. У меня жизнь не так не особо интересная, но по сравнению с тобой... This will slow things down. Да не волнуйся, Рубик, я разберусь, с кем она играется. Ввести промокод какой? А я не вижу в чате никаких промокодов. Illusion shattered. To the very Тип крутой. Ау. Мать, сколько же этих самураев тут. Я обычно не особо помню свои сны. Только утром, когда просыпаюсь. Потом где-то через часик все уже ни хера не помню. Во время дождя, грозы так атмосферно. Зачем самураю? А с них падают всякие штуки для прокачки талантов. Кто-то предложил пофармить, но я что-то и пошел. Shine down. You can't run. to the very Лишним, наверное, не будет. It's my lucky day. Very You can't run. finally. No. Че, все, не закончились? На миникарте вроде нет ярлычка. Ну и хер бы с ними. Ну, пойдем в разлом. Ладно, не пешком, конечно. У меня много кто 90 уровня. Ну, как тебе сказать, ни одного. У меня 45 ранг сейчас, так что я не могу выше 80-го возвышения сделать. Ну, героем.
А, сухпайок, да, бля. Эти штучки важнее. Без сухпайка я как бы и переживу его в ближайшее время, наверное. А вот талант качать, это да. Джин 70-го. Ее тоже надо докачать до 80-го, я думаю. Я ее вообще все время использую. Ну а что, она клевая на все случаи жизни. О, сундук. Опять бомжи эти. There is no escape. You can't run! Вот эти штуки тоже пригодятся похитителей. Finding treasure is pretty exhilarating. Пригодится все. Хорошо, Сергей, спасибо. Беннет и Сянь-Линь есть, да. Так, дискорды. А в дискорде нет ничего? Качай Беннета и Сянь-Линь. Хорошо. Прям сейчас начну. Сию минуту. Ну, Сянь-Линь у меня 70-го, а Беннет 1-го. Ну, то, что это хороший персонаж, да, я знаю. Ну, как-нибудь. Слишком много качать надо героев, поэтому всему свое время. Пока у меня, так сказать, это по списку Джин, наверное. Или Моно. Ну, либо и то, и другое. Мгм. Whoa. Well, this place is just as creepy as Paimon remembers it. If it wasn't for our little investigation, Paimon wouldn't ever come anywhere near this place. Даланти. Hey, look! There's someone over there. Не так что-то страшно. Что-то в описании. Австралию проходите. Круто. Ну, в Австралии, насколько я знаю, вечно всякая дичь происходит. Там какие-то странные животные огромных размеров, насекомые огромных размеров. Ну, в общем... Сколько созвездий? 2. Неверный ключ обмена. Или код, что там было написано. О, она тут что забыла? Адвокат. Oh, Traveler and Paimon? I didn't expect to see you two here. Yampe? Shouldn't you be at work in Liyue Harbor? What are you doing out in the middle of nowhere? Well, to be perfectly honest, this case is a little out of the ordinary. In fact, this is the first time I've ever witnessed the bottom of the chasm. Oh, but before I forget, could you do me a favor, please? If anyone happens to ask about me or my present whereabouts, just tell them you haven't seen me. Huh?
What are you talking about? Да, она, наверное, не нарушает закон, хотя она же в нем разбирается. Хорошо нарушает закон те, кто в нем разбирается. No, it's not like that. Look, it's quite a long story. So if you could, please just cover for me. I'll see you later. Hey! And there she goes. What in Tibet was that all about? Paimon's starting to feel nervous all of a sudden. Do you think she did something illegal and now she's gone into hiding here? Or maybe something super scary happened? Да какая разница мне-то? Don't be so naive. The world is complicated these days, you know. We should be prepared for the worst. If something really did happen, we might find ourselves becoming her accomplices. Oh, what a dilemma. Should we really cover for her? О, Oh, hey, you over there! Yeah, you! что-то я всех тут не ожидаю увидеть. Вы тут откуда? Someone's coming. But that voice sounds pretty familiar. Ah, it's you two. So, what are you two doing in a place like this, huh? Wait, don't tell me. You're on vacation. Ну да. Да, Контик, давай тогда иди спать, чё ж, раз устала. 11 лайков. Ну, многие не ставят их вообще. Да многие вообще не заходят на стримы. Что поделать? Я целый ли я день дома? Да как когда? I must say, you two are looking pretty good. Things been going your way lately? Cause I have been doing amazing. Не, ну это прикольный чувак. Ito? Who's that behind you? А это я первый раз Hey there. встречаю. I'm with the Arataki gang. Kuki Shinobu. Nice to meet you. Oh, all right. I almost forgot she was back there. Let me introduce you to Shinobu, the pride and joy of the Arataki gang. Oh, another member of Ito's gang! Let me tell you, she's one of Hanamizaka's best and brightest, so of course she's in the gang. Shinobu takes care of practically everything in the Arataki gang. She can protect you guys too, you know? A friend of the boss is a friend of mine. You must be the traveler in Paimon. Yep. Nice to meet you too, Shinobu. The pleasure's mine. I have a feeling that we'll be working together soon enough. So, Ito, if she's the one that takes care of everything in the gang, then doesn't that kind of make her the gang's real boss? Are you kidding? Of course I'm the boss. To the four corners of Teyvat, there is only one boss of Hanamizaka's legendary Arataki gang, me. Okay. Paimon gets the dynamic now. A useless boss with an ultra-capable subordinate. Hey, you know what? Forget it. The average person couldn't possibly understand the dynamics of the Arataki gang. As the leader, I can't let myself stoop down to your level. Anyway, have you seen a pink-haired legal, mage lady? Wears a goofy hat, knows everything, kinda short. Uh-oh. Her name's Yenfei. She's a legal advisor from Liyue. I thought perhaps you two would know her. Это типа Акали из Лиги Легенд. Oh, no. We haven't seen her. We don't know this person at all. Aha! So you have seen her. No, what gave you that idea? Paimon didn't say anything. Aw, look at you getting all antsy. Seems I was able to get to the truth after all. When someone is lying, their eyes often start wandering subconsciously. Anyway, don't worry. I assure you we don't have any ill intentions. So, you guys know Yanfei? Well, she, kinda saved my life, so yeah, you could say we've met. She saved your life? Wait, hold on. What are you two doing in the chasm anyway? You know that the Sakoku decree has been lifted recently in Inazuma, right?
Well, Shinobu wanted to come to Liyue and pick up her graduation certificate. I came along because it's safer to travel in numbers. Graduation certificate? Did you study in Liyue? Yes, I studied law at the Tongwen Academy in Liyue. Unfortunately, the Sakoku decree was implemented just when I was home visiting my family before graduation. So I'm a few years late getting my graduation certificate. We were taking care of some errands in Liyue, and the boss got tangled up with some Millilith while we were standing in a line. He was about to get arrested when, luckily, Yanfei happened to be walking past and helped us out. Yep, if it wasn't for her, our trip to Liyue would have ended with me in the slammer. So, you know, I just wanted to do something nice to show my heartfelt gratitude. But she said she didn't need my help with anything. I thought there's a chance she might run into trouble here on her own, so I followed her here. Yeah, just in case she needs me to come leaping to her rescue. Listen, Granny said that a man must learn to be grateful, and I'm gonna help this legal advisor lady no matter what it takes. That's nice and all, but what if she really doesn't need your help? You're joking, right? I mean, that's not possible. Of course she needs my help. Traveler. That way. Ah, great, thanks. I'll go after her. Shinobu, time to roll. Fear not, my savior. Ito's coming to your rescue! Appreciate the help. Until next time. Traveler, did you just send Ito the wrong way on purpose? Huh. Shinobu seemed pretty sharp. Paimon doesn't think you can pull one on her like that. Or maybe she knows that Ito can be a big nuisance, so she's trying to stop him from bothering Yanfei. Oh, if that's the case, then wow, she really knows how to call the shots. Well, at least this way nobody will be bothering Yanfei. If we run into her again later, we should let her know that we helped her out. Alright, now let's go take a look at the crash site from last time. Кстати, фотку можно сделать. Так это была типа случайная встреча у нас просто? Надо же. Странно, кстати, что не достижение делать все вот эти фотки. По крайней мере, когда я в Манштате их все сделал, я ничего не получил. Даже удивительно. Музыка тут шикарная, да. Look, Yanfei is here too. Hey, Yanfei, we sent away the people that were following you. Oh, good. Thanks a lot. The guy with the weird outfit seemed super outgoing. Normally, I don't mind making friends, but I've got work to do today. Oh? So what kind of work are you doing in a place like this? Aw, don't tell Paimon you're thinking about becoming an adventurer too. Well, as a legal advisor, sometimes I also have to travel in person. I came to the chasm to deal with a will. A will? That's right. I found a will inside an old book. I'm guessing it was left by someone of great importance. It appears he lost a magical device and wished to retrieve it. Paimon didn't know legal advisors have to deal with that kind of thing. Huh, what a job! Will execution is also part of my work as a legal advisor. Of course, cases like this are quite rare. The chasm is not the kind of place you can just waltz into whenever you want. Oh, so you do know what kind of place this is. Who's that? Ah, I thought I might find you here. Whatever case you're working on in the chasm,
I'm sure Liyue's top legal consultant can handle it without my input. Huh, that's funny. I thought we'd established that my legal opinion doesn't count for anything when Yelan's around. Who is she? This is Yelan. Liyue's, well, let's just say she works in the Ministry of Civil Affairs. I can at least say that much, right? Anyway, she's a friend of mine. Sure. Coincidentally, I have something to do here as well. Seems chance has brought us all together. You may not know me, traveler in Paimon, but I've certainly heard about you. А чё они все забыли в этой дыре? Ее я, кстати, уже встречал именно в разломе. Только ее полностью не показали, она из лука там шибанула просто, да и все. You're all here on business, and it's my job to monitor the chasm. According to regulations, I should accompany you. But, as it turns out, I have other things that require my attention. I'm afraid I can't join you this time. You may go about your business. Just try not to make a ruckus. Oh, that's most unfortunate. I was about to ask for your assistance. Could you spare a little time to help me take care of this will? For old time's sake? I don't know. Depends what's in it for me. Fair enough. I suppose even a guide needs to get paid. It just so happens that Madame Ping gave me some nice tea. I'll treat you to a cup if you agree. Why don't you tell me a little more about how you got here first? Then I'll... Hey, you! Ito? What is he doing back here? I know what you two did. You really tried to throw me off, didn't you? Well, and I thought we were buds. That's close enough. Huh? Who are you? Sorry, this area is part of the chasm. It's closed to the general public. Are you kidding me? I don't see any warning signs or fences. What gives you the right to keep me out? Kid, where there's real danger, you'll never see a warning sign. Paimon never knew this place was so important. It's true. This is not a place you can just go in and out of as you wish. That's also why I didn't want anyone to follow me. Unfortunately, you didn't listen. The Traveler has done a lot for Liyue in the past. And Yanfei is a renowned legal consultant in Liyue, so I can trust their intentions. As for you two... Hey, what's that supposed to mean? You trying to say that I'm not famous enough and my intentions are no good? I don't know your background, so I can't give you free passage here. Besides, Yanfei doesn't seem to need your help, does she? Ha! How would you know what Yanfei needs? What, are you two joined at the hip or something? Right. Anyway, I don't need to be a mind reader to see that. In any case, as a visitor from Inazuma, I'd suggest you defer to a local when in doubt. Stick to the local rules and keep yourself out of trouble. Oh! Why, you? Please, try not to be so impulsive. She is right, you know. Uh-oh. Things are starting to get a little heated here. Oh, not good. He really shouldn't start butting heads with Yelan. It's true that we don't know anything about the unique conditions of this place, so we'll heed your advice and leave immediately. But if this really is a dangerous area, seriously, you should put up a sign. Thanks for the suggestion. I'll consider it. Oh yeah? And what if we don't leave? Boss. Чё, грести захотел, что ли? I'm afraid things might get... unpleasant. Is that so? You really think you can take the two of us? Wow. Gotta admit, I like your optimism. Although you're friends with the Traveler and Yanfei, I'd still suggest you heed my warning. Thanks for that, but too bad I'm not buying it. If you're so strong, then why don't you show me what you got? Hold on, boss. There's no need to start a fight here. Oh no, I'm going in whether she likes it or not. Что-то он перебарщивает, You конечно. think I was joking around, huh? Oh no, these two are about to go at it. Please, wait a minute, you two. This whole thing started because of me. Why don't you just save me the embarrassment and just...
Oh, it's a... Hey, stop trying to change the subject. I'm gonna, huh? Ah! Ouch! What happened? Oh, hey, are you alright? Ow. Putting my books under me to break the fall didn't help at all. This place. Where are we? I'm gonna feel that in the morning. Hey, Shinobu, Traveler, and my savior. Is everyone okay? Well, this is an unfortunate turn of events. Hey, so, how far down did we fall? It seems the ground collapsed during our little confrontation up there. Perhaps because we triggered the elemental forces. Well, don't look at me. If you weren't so rude, maybe I wouldn't have gotten mad. Who can put up with that kind of dude? It's my duty to stop intruders from breaking into important places. If telling the truth sounds rude, then I'm afraid you're just a little too fragile. Hey, life's too short to give in all the time. Boss, I'm afraid you're not going to win this argument. I suggest we stop provoking her. Hey, whose side are you on here? I'm simply pointing out the facts. I understand how you feel, but you're making my life difficult by starting random fights with everyone. Looks like Ito can't argue against either Yelan or Shinobu. He's in a real tough spot now. Hey! What do you mean? Don't you dare compare Paimon to Ito! Whoa, whoa! What do you mean? You looking for a fight too? Paimon was just saying how it is! Everyone knows you're a bit of an idiot. You calling me an idiot? Oh yeah? Well, you're a puny little flying lavender melon, ha! Flying lavender melon? Oh, that's it! Paimon's mad! Time to give you an ugly nickname! Bullchucker! You better mind your manners, Bullchucker! We seem to be a long way down from where we fell. It's impossible to see what's going on up above. It's unlikely we'll be able to climb back up that far. We'll need to find another way. I'm sorry to interrupt your lovely little chat here, but I think there's something you may need to know. The chasm is regarded as a mysterious area in Liyue. It was sealed off for years due to a mining accident. Whatever goes on down here, I suggest you remember this. You didn't see anything, you didn't hear anything, and you're not gonna ask any questions. Save you from getting caught up in things you shouldn't know about. I won't treat you as hostiles, and in exchange, I hope you won't make things difficult when it comes to keeping secrets. I'll do what I can to find a way out. Huh? Well, where does she think she's going? Like she said, to search for an exit. Chances are that Yelan is the best among us at survival and handling emergencies. We should just let her go. I'm afraid I must apologize. I don't typically disclose details of a client's will to third parties, which is why I couldn't tell you the truth. I'm sorry. I came to the chasm in search of the fantastic compass, which is mentioned in the will. Many years ago, my client gave this magical device to someone ambitious, hoping that it'd be handy in times of need. According to an eyewitness account, the person who received the device took it into the chasm and has been missing ever since. Throughout history, many wars have been fought in the vicinity of the chasm. Even if that person died in one of the wars, I still wish to do my utmost and find the device and fulfill the client's wish. Yelan's words of caution were not unwarranted. There are dangers lurking in the chasm. I'm sure you've all realized that by now. Given that we're all caught in this mess, let's try to find a way out together. Whatever you say, my savior. I'll do whatever you ask. From now on, we're a team. All of us. And as for that big jerk, well... I guess that includes her too.
You said Yelan works for the Ministry of Civil Affairs, huh? Paimon can tell she's tougher than most, but... wow. Her job sounds demanding. Well, that's what she tells outsiders. I can't disclose too much about her identity, but I'd say she's the only person who can handle this type of work. What kind of lame job would have someone go out to the middle of nowhere? Oh, Paimon knows! An adventurer. Ну, Сергей, ты... ну, уже не сейчас, видимо. Я ж по сюжету пошел. Ну, в смысле, по квестам. Я до этого сколько по Инадзуме шатался. Не знаю, Рубик, делай, что хочешь. Hey, what's with the face? Oh, did Paimon say something wrong? That's literally what the two of us do, isn't it? You're so stingy these days. Oh, just let Paimon be an adventurer by association, okay? Yeah, she's got a point, Traveler. You're Paimon's boss. Take it from me. As a great leader, you should learn to be a little more generous. You know, let your sidekick share some of the glory. Ugh, you really don't understand anything about us. Paimon, don't take him too seriously. He's just joking. Ugh, for the sake of Shinobu, fine. I'm the boss, so I'll let it slide. Perhaps this was another sealed location, but an undocumented one. What could be in here? I've got some food and water on me. If anyone needs some, just let me know. Great! You know, Bullchecker, you may not be the sharpest tool in the shed, but your subordinate here seems super capable and reliable. I know. Isn't she the best? Hey, I am too a sharp tool. There seems to be an entrance up ahead, with a path inside. Wonder where it leads to. Well, let's go take a look. Ух ты, вот это да. Какие веселые ребята. Это не считается локацией какой-либо. А кто его знает, может, китайцы иногда добавляют какие-нибудь сундуки новые. Оу. Who would have guessed we'd find a domain entrance in a place like this? If there's a way in, then there's a way out. Let's go and take a look. The rocks here seem to be old Liyue mountain rocks. They're similar to what I've seen in books. This domain must have existed for quite some time now. What's that sound? О, блядь, да вообще все уже собрались. Oh, it's Xiao. Conqueror of Demons, what are you doing here? Oh, I came down from above. I heard a noise, so I followed it here. Нифига у него So слух. you're not here by accident. Wanna team up? No, I have something else to do. У всех дела тут. Класс. Его не смущает вообще здесь, ну, какая компания собралась? I'm looking for someone. You shouldn't be here. I would urge you to go back as soon as possible. Вот ему вообще пофигу, кто, где. That's Xiao for ya. Shows up without a warning and disappears without a trace. Huh. That guy looked pretty tough. Maybe almost as tough as me. Seems like a solid dude. Seriously, Bullchecker? Where do you get your confidence from? Should we really be letting him go off on his own? Oh, he wouldn't listen no matter how much you tried to talk him out of it. He is super tough though, so don't worry about him. Everyone, keep your eyes and ears peeled from here on out. We don't know what lies ahead, so we have to be ready for anything. Oh, look, I'm happy to say we're all on the same team and everything, but could you cut the little speeches and the whole follow the leader act? I, for one, think I should be able to look after myself. Boss! Okay. Besides, Yelan is just looking out for everyone.
You know, Bullchucker, you're a guest here, so maybe try to get along with everyone. Во-во. Ha! Please, you're not a local either, flying lavender melon. So stop trying to sound like one. Нет, Рубик. Вроде нет. Танец журавлей. А, типа подземелья. Возможные награды. И нужно много воды. У меня есть вода, чё? Labyrinths like this Ah. are unique to Liyue. This place is actually pretty cool. If we weren't in such a hurry to get out, we could kick back and enjoy the scenery a little. Я не ожидал, что весь остров повернется. Привет, Мишель. Оценить. Кто-нибудь даст мне уже формулировку слова оценить? Это что значит? Что мне делать надо? Ну, типа, это имеется в виду восхищаться там прокачкой. Или просто посмотреть героев. Или что это? Delved into destiny. То все просят оценить, а я без понятия, что делать надо. All these twists and turns remind Paimon of the Adepti domains we've been to before. Could there be an Adeptus here? Прикольно тут у вас. Хильчурлы. Хотя не повсюду. Illusion shattered. Judgment. Но, видимо, тоже никто не знает, что значит оценить. А если еще раз крутануть? Угу. Ясно. Так, это сколько мне? 2 раза надо крутануть? Так, это я сделал как было, да? И что я добился? Ничего. Надо типа перевернуть их вверх ногами обратно.
Вот так не было раньше. Теперь я разве что могу опять ее перевернуть сейчас. Не, сегодня не фармил. Херительная засада. There is no escape. You can't run. You can't run. Judgment. Сейчас я посмотрю все доступные варианты. Вариантов нет. Окей. Что творят? Shine down. Light out. Written in the stars. И неугомонная. Еще огнем преисполнились. Ну хера прыгать-то, еб твою мать. С двумя хер справишься. Бред какой-то. От двоих слишком много говна, блять. Это ж какой-то кошмар вообще. Это не те враги, которых надо ставить подвое. Это типа проход такой? Я даже ничего не добился. Сейчас выйдем там, откуда вошли. Huh? Wait, this ain't right. How did we end up back here? А, я и угадал еще. So we've been here already? Yes, this is exactly where we started. But we couldn't have taken a wrong turn. We were headed in the same direction the entire time. We never turned around. Yes, that's what I thought too. Traveler, we were going the right way, weren't we? How strange. There's a legend in Inazuma about a merchant who was tricked by a Bakedanuki one evening and kept circling around the same place the whole night. Even by dawn, they still hadn't found a way out. Yeah, Paimon's heard that one before too. So we're all familiar with the story then? Good, because I'm pretty sure that's what's happening to us right now. But fear not, I happen to have a certain sidekick who can exercise yokai and spirits and whatnot. Let me summon him real quick. Unbelievable. And Oni who's friends with an exorcist? Huh. What an open-minded guy. For the boss, ignorance is a virtue. You're up, Ushi! Go get that spirit.
This is Ushi, an auxiliary member of the Arataki gang. Oh, Ushi says hello, everyone. You can just call him Ushi or Beefcake. Yeah, he's got a keen sense of direction, so I'll let him lead the way. I didn't know gangs could have auxiliary members. This does not have the trappings of something that's gonna work. You're telling me. All right, go Ushi. Go find us a way out of here. Чё только не увидишь здесь. Huh? What's that? Oh, really? Oh, no way. What's wrong? Ushi says he searched everywhere, but there's no exit. That doesn't add up. If we were able to come in, then there must be a way to get out. Here, let me take another look. Has anyone else noticed this? We initially thought we fell here from above. At that time, there was a way out high overhead. But now, it seems even that exit has disappeared. Inexplicable, if you ask me. It seems there's more than meets the eye with these underground structures. Может, просто дальше пойдем? I'm gonna take another look around. Ну, Everywhere we look, there are just more and more rocks. Maybe we've just misremembered. Maybe this isn't the place we started from. What? You scared now? No, Paimon's super brave. Oh, yeah? Well, Ushi also thinks you're scared. It's okay. Don't be scared to admit you're, scared. You've got us here to protect you. We can't just sit here twiddling our thumbs. Let's keep looking for a way out. Shinobu, you stay here with my precious savior. I'll take the Traveler and Paimon with me. Got it. Be careful, everyone. Please, there's no need to keep calling me savior, just Yanfei is fine. Mr. Arataki, it seems that as the head of the Arataki gang, you possess a strong sense of leadership. Ah, too kind, too kind. And just call me Ito. Since we're a team now, we should have each other's backs. Paimon, if you feel scared again, I can cover your eyes for you. Seems there's really no way out. I can't shake the feeling that there's something off about this place. Boss, did you guys find anything over there? Not only that, I could have sworn I saw some shadows moving a second ago. This place better not be haunted. Probably not the right time to ask this, but Paimon just can't help it. Ito, you're an Oni. Doesn't that kind of mean everywhere you go is haunted? No, ignore the red horns, okay? I'm talking about spooky, floaty ghosts. Now you see them, now you don't kind of haunted. Ito, are you afraid of ghosts? Oh no, boss. You've been found out. What? Me? No way! What, are you kidding? Stop joking around. Seriously, though. Looking at you, Paimon suddenly doesn't feel scared anymore. Hey, Bullchucker, if you're scared, Paimon can cover your eyes for you. Maybe I should make better use of my time. Add a little salt and some pepper. Yeah, roasted lavender melon is delicious. You can try some when it's done. Oh right, there are two types, sweet and savory. Which would you prefer? Вот же они даже модельку сделали. С ума сойти. Alright, you can try them both then. It's important that we remain calm, especially when we're in the throes of a tough situation like this. Звучит вкусно. If I'm reading the situation correctly, there seems to be some secret here that the boss and I are not supposed to know about. But don't worry, I'll distract the boss while you discuss things with the others. Oh, I thought I smelled something cooking. Would you like some, Yanfei? Thank you, but I'm not hungry. You guys go ahead.
Oh, and by the way, I haven't seen you in a while, Shinobu. Yeah, it has been a while, hasn't it? The last time I saw you was when you taught one of my classes as a substitute while I was studying in Liyue. Substitute teacher? Ah, yes, now I remember. It was during winter, wasn't it? Yes, I remember everyone said your lecture was very interesting. Now that I think about it, I should call you Senpai. Ooh, I like the sound of that. Who would have ever guessed that we'd get caught up in such a dilemma together? It must be fate. Not only that, she's funny and engaging while she speaks. Needless to say, she's very popular among the students. Oh, I'm flattered. I see everyone is still here. Yelan, we split into groups and searched the area, but there are no signs of any way out. How about you? Did you manage to find anything? No. And though I'd prefer not to say it, we'd better mentally prepare ourselves. If we can't find a way out, we may be stuck underground for some time. I think you might be right. I understand. An underground space with an entrance but no exit. It just doesn't make any sense. I'll figure something out. Just give me some time. If anyone happens to find a potential exit, please be sure to take every precaution before exploring further. Hey, Traveler, what's with the serious face? Do you have a plan? А он услышит? Ну, у него, видимо, да, реально слух крутой. Или только его позвать. Yeah. Oh, right! Do you want to get in to help us? Sure, let's give it a shot. Huh. А если он не услышит, значит мы вообще черти где. Huh. No response. Paimon thought Xiao would come no matter where we are. Oh no, does that mean even Xiao can't sense our presence here? Говорить с остальными. Портал, все. Сейчас дайте я сам на разведку схожу. А вот здесь портал был. Окей, разведка провалилась. Разведать нечего. Сергей, а чё? Ну, я тут занят немного. Или ты пофармить хочешь? Ну, давай. Подожди, а как я сюда вернусь потом? Минуточку. Я где? Здесь такой звук, когда это масштабируешь карту. Как будто бы, ну, это что-то электронное. Жук, жук, жук. Как я сюда потом попаду, если что? Тут же нет телепортов. Тэпнет. Как? А что мне для этого надо сделать? Ну ладно, поверю. Пойдем что-нибудь фармить. А что мне надо фармить? Onwards. We have work to do. Может, артефакты по-бырому, что там, пару раз сходить. Мне на 4 густой смолы хватит. Наверное, можно. Сейчас ее только приготовить надо.
Ну, Руслан, тебя подождать, да? Конечно. Так, мне джин качать. Ну, джин не то, чтобы прямо совсем принципиально. А что я хотел? Моно, да? Блин, на всех не хватит. Но сегодня можем туда за артефактами сходить. Потом я, так сказать, приготовлюсь. Все равно там еще это... Грибы эти дурацкие рвать. Если я, конечно, не забуду приготовиться и смолу сделать, то сделать. Так все время забываю. Просто если крафтить какие-нибудь вот такие штуки... А, тут моно умеет. Ну, он автоматом ставит, ладно. Шалфей. Кто имя такое дал? Не, звучит, конечно, прикольно, но... Хотя ладно, может, нормально. Сама Елань пришла. По имени Е. Это ее зовут так Е? А Лань тогда что? Или это раздельно не читается? Елань. Так, ну ладно, пойдем. Сейчас я подлечусь. Кстати, тут есть функция вылечить вообще всех? КП это зеленая полоска. А, на ней вроде все целые. Ну, балдежно. Чё, опять эту, как ее, мать ее? Эту штуку. Ну, пока что она, да, самая необходимая. Уже как минимум 4 персонажа. Ну, у меня, на которых она нужна. Benny's adventure team, assemble! Oh. Or not. Кстати, кто-то мне писал, что там в настройках включить то ли детали какие-то, то ли еще что-то я забыл. Блин, если не забуду, опять я посмотрю. Не помню уже, о чем речь шла, но, наверное, если увижу, вспомню. %% бонус при урона. При урона. You can't run! Go as one! Judgment! Teamwork is dreamwork! Punishment! О, блин. Wind, hear me! Let's light it up! Going in! Let's light it up! Here comes the... That's gonna hurt in the morning! Let's light it up! Игра не дает взять другого перса. Что-то такое уже случалось, было дело. Китайцы мухлюют.
притяжение живучее, когда играешь с кем-то. Over your head. Let me try. Judgment. Let's light it up. Everybody stand. Why do they never miss? I swear by my sword. Get out of here. You can't run. Lights out. Off we go. Here comes the catch. Going in. Go. Adventure time. Какой же он живучий. И карлик, блин, а. Получено. Бонус лечения. А, поменять героев, наверное, вам надо, нет? Перезайти надо, нет кому? Кто будет что менять? Прием, как слышно. Или все норм? Понял. Дайте знак, когда прогрузитесь. Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Work hard and live Knowing each my day luck, to the fullest. The opposite is probably true for me. That is what life in Mondstadt is all about, isn't it? Huh? У меня герои местами поменялись. А, он первым станет тот, кто активный был. Че все в воду взяли? Че вода там хп добавляет вроде? Или нет? А, она уменьшает это, электроэффект. Time to act. Ring cutter. Body and mind. Ну, нормально его снесло.
сила атаки. Защита, сила атаки, защита ХП. Блин, не очень-то хорошо. Бонус гидроурона. Это еще ладно. Может пригодится в будущем кому. Гребаный фарм. Там здание какое-то. Ау. Как будто китаёзы знали, ну, что обычно нужно всем эта эмблема, поэтому чаще дают эту хрень. Я уверен, там все подкручено, я уже когда-то про это говорил. Подкручено шанс крита, крит урона, поскольку это самое такое важнецкое. Time to act. Witness the power of the wild rain. Time's beckon. Shiver. Full is blood. Allow me to intervene. Фига там. Body and mouth. Защита. Да. А, все, кстати, все закончилось, блин. Ну все, тогда всем спасибо. Все недолго. Ой. Oh, ow. Where did that come from? Да, Руслан, тебе тоже спасибо. У меня уже без 5:02, наверное, тоже надо заканчивать уже. Да, Сергей, тебе тоже удачи, спасибо. А что, я сегодня все сделал? Переделал все, что можно переделать. Тюн-тюн-тюн. Чу-ру-тю-тюн. Можешь пойти компас сделать.
Что там надо, я не помню. Какие-то эмблемки. Сейчас узнаем. Электрокомпас. Печать Золотого Ворона. 10 штук, у меня 4. Конечно, кажется, тоже для талантов иногда нужны у кого-то. Блин, жалко. Что поделать? 30 жуков. Холи щет, мне подниматься наверх. Прикиньте, игра закончится рано или поздно. Что будет? Сюжетка просто возьмет и закончится. И чё? Чё дальше? Это ж как ММО. Надо будет придумать еще сюжет дальше. Какой-нибудь. О, у меня 6 штук ровно прям. Десять. Нет монет, нет монет. Ой. День первый, напитки хороши. День второй, напитки хороши. День третий, напитки очень хороши. День четвертый, напитки хороши, стало хуже, да? День пятый, напитки очень-очень хороши, уже в 2 раза. День шестой и день седьмой. Мы все еще открыты, вот так вот. Облом. Так, сколько у меня ее? Нет, не то. 76 штук. Вообще, на самом деле, ладно, хер с ним. В ближайшее время хватит. 5-6 лет? Нихера себе. Думаешь? А, ну может быть. Мне что-то казалось быстрее. Ну, по идее, что там должен быть? Огненный регион, пирорегион, и снежная вроде, все. Там развязка, наверное, должна быть. Не, я не против, наоборот, чем дольше, тем лучше. Я просто подумал, неужели разрабы закончат эту игру когда-нибудь? Не, ну, когда-нибудь все закончится, но я имею в виду. Типа, знаете, как ММО. Без конца ее просто доить. Так, а тут никто не поможет? Эх, все бесполезные бичи. Ханкай, да вроде 3-й. Я не в курсе, но вроде 3-й. У них что там, какой-то... короче, что-то Impact 3D или Fjord, как там, 3-й Impact, хер его знает. Это, кажется, первая их игра. Потом Genshin, Ханкай, и вот сейчас они должны выпустить еще там ZZZ или как так. Ну, может быть и так, да. Но все равно, по идее, как бы... Не все люди могут перейти на другую игру. Особенно тем, кому это нравится. Особенно будет обидно тем, кто... Ну, не то, что обидно, но как-то... ММО на то ММО, оно никогда не заканчивается. А тут столько фармишь, и все ради чего? Как все это закончилось? И куда он показал? Каэрниах или как вот там? Что там делать-то? Типа там руины, то, что от него осталось. Ну, в принципе, мир-то тут большой, можно просто какие-то новые сюжетки придумывать. Хотя если так дело будет продолжаться, у них что, карта будет увеличиваться бесконечно, что ли?
Они же не могут без конца. Это сколько игра будет весить? Терабайты? Надо что-то придумать. Сделать Genshin 2 с переносом сохранения или типа того. Вот отдельной игрой считалось. А, компас тоже делаешь, электро? Не, ну он упрощает задачу, чё. Сколько раз я тут бегал, да, бывало, я натыкаюсь на сундуки, но все-таки. Когда вот остается 1-2 сундука, вот это уже вообще очко лютое. Я, конечно, фанат побегать, поискать, но иногда просто до абсурда доходит. Уж на крыше. А вот сундуки искать по компасу мне даже понравилось в Манштате. Я что-нибудь врубаю на планшете, сижу, слушаю. Сам бегаю, херней занимаюсь. Совсем в итоге не напряжно, нормально. Ну, если мне приспичит прям сундуки искать, иногда можно. Ивенты. Ну, на одних ивентах игру как-то не поддержишь. Как бы, а нахера мне эти ивенты нужны, если... Ну, сюжетки-то нету даже больше. Не знаю, как правильно это описать. Ну, то есть, как будто бы лично для меня есть смысл что-то делать, что-то выполнять, и там героев коллекционировать, например. Потому что есть... Ну, мир как бы жив. Мир жив до тех пор, пока есть какой-то глобальный сюжет. Что-то происходит масштабное. Если, например, сейчас все квесты из игры убрать, то это реально просто, ну, как бы песочница, буквально. Ну, тут каждому свое. Но я, конечно, интерес бы потерял. То есть для меня как будто бы мир сразу такой, ну, увянет. Как будто он уже не живет своей жизнью, ну, грубо говоря. А, он там где-то. Я только подумал, тут же пещера есть. Вот именно по этой причине, например, знаете, в некоторых играх, когда ее полностью проходишь, тебя как бы выпускают опять в открытый мир, ну, чтобы ты мог доделать все, что хотел. Вот я обычно предпочитаю такими вещами заниматься до тех пор, пока сюжетку не закончу. Не очень люблю это делать уже после прохождения сюжета. Как я сказал, потому что для меня почему-то вот мир игровой живет. Я не знаю, какое просто другое слово подобрать или как сформулировать это иначе. То как будто подсознательно такое ощущение, что все закончилось. Где? Здесь? Блин, тут хер найдешь, че. Компас уверен, что это здесь? Или это вон там? О, подожди, может это вообще не пещера? Вверх угол. Что вверх угол? Туда залезть, что ли, можно было? Да, видимо, туда где-то можно залезть. Же вот этот уступчик, что ли? What a pleasant surprise. О, тут еще и пролезть можно. Да, спасибо.
Блин. Чуваки, тут сундук не видели? Блять, или опять в той пещере? There is no escape. I got careless. Что ты тут делаешь? What a pleasant surprise. Миллиард этих сундуков. Все. Сундук Сундукевич Сундуковский. Но он довольно быстро, он откатывается. Конечно, китайцы могли вообще бы откат не делать. Ну или 5 секунд. В любом случае. Найдет он сундук, не найдет. Нет, китайцы любят хардкор. Надо же как-то еще немножко времени забрать у игрока. Мона не хватает. Почему-то я слышал, когда другие люди говорили, что мона им выпадает, они почему-то жаловались на это. Не знаю, мне мон нравится, классная. И выглядит прикольно по характеру. Ну, мне, по крайней мере, нравится. И спринт у нее прикольный. Уворачиваться из этого спринта немножко сложнее, как-то непривычно. Но она из стандарта, так что рано или поздно должна же выпасть, правильно? Рано или поздно. Блять, ты-то куда лезешь? Ну и плюс она по воде умеет спринтовать. Тоже балдежно. Illusion shattered. Угу. Ну что могу сказать? Удачи с выпадением. Я вообще никого особо не жду. Ну, кто выпадет, тот и выпадет, чё ж. Ну единственное, только когда я кручу баннер именно, ну, вот сейчас, например, Райден или Ееме, конечно, ожидаю именно баннерского героя, а не стандартного. Для меня все хорошие, но, конечно, обидно все равно. Но Моне я был рад, да. Даже если она еще раз выпадет, созвездие, да, пожалуйста, я только за.
О, я это не делал, надо же. Они все сразу переключаются. Сейчас все будет. Так, ну компас мне не на это показывал. Компас такое не воспринимает. Или воспринимает. Может, и воспринимает. Нет. Какая высокая гора, а? Где-то вон там. Загадки не показывает. Но я помню, вроде да. Чисто именно сами сундуки. Радиус такой нормальный. Что-то неохота мне с ней. Хотя, с другой стороны, когда я отказывался с фатуйцами подраться? Вот падла, а. Winter shall eventually come. Че она тут вообще делала? Вы, мать, не туда лезть? Снова боишься эти сундуки искать. С обрыва сбросить. Ну, можно, да. Но иногда всякое дерьмо из этого получается. Например, если высота слишком большая, и получается противник от падения не умирает, но удаляется на большое расстояние от точки, где он, ну, спавнится, грубо говоря. В итоге игра его телепортирует обратно и полностью лечит. Да и к тому же, если я ее скинул бы, мне пришлось бы самому спускаться. От падения тут не часто кто-то умирает. Еще выше. На 20 километров, что ли, показывает? О, охерительная засада. Things are going a little too smoothly today. Блять, куда он показал? Вниз? Я это так не оставлю.
There is no escape. Take them. I have no need. Какие на каждом шагу. Ниже. Ой, там это здоровая пещера. Твою мать, да я вообще никогда не найду его. Ой, нет. Даже не помню, как туда войти. Ну там где-то вход. Не помню, а тут вроде вход был, нет? Блин, ну и очко. Там? Богатейший. I have no need. Ну, вроде даже не спрятан. Значит, я просто мимо прошел. Когда был здесь первый раз. Ну да, вы были правы. Абсолютно правы. Тут карта есть? Вообще, на вид там нет проходов никаких. Это исправно работает. Это еще ниже? А, ну да, действительно, тут еще ниже. Охеренно. Чего не взял? But a momentary distraction. Я даже еще более невнимательный, чем я думал. Давай еще тут применю. Да, вот это контент на 50 плюс часов. Абсолютная зачистка карты. А прикиньте, за 24 часа зачистить вообще всю карту от всего, всех врагов перебить. Ну, я имею в виду даже самых обычных вот этих. Все фрукты собрать, всю траву. Ну, если там некоторые вещи обновляются раз в сутки, наверное, это самое-самое такое частое. Вряд ли что-то обновляется еще чаще, чем раз в сутки. Все перебрать. Было бы мощно. Опустошить карту. Хотя это безумие какое-то. Все деревья залутать. Всю древесину. Безумие. Оу. Оу. Ладно, это, видимо, там наверху, где Сакура. Сначала вокруг пройдусь. Там будет проще сверху вниз прыгать.
чем карабкаться. Я не помню, спрашивал или нет, но если спрашивал, кто-то ответил, я забыл. Никто не знает, спидран есть по Геншину. Глупо, наверное, спидранить то, что не закончилось, но все равно, мало ли. Тут ничего нету. Illusion shattered. Ой. О. You can't run. Блин, из этой камеры иногда вообще хер поймешь, что происходит. Да, есть. Что, не спидранит сюжетку, какая вышла только? Надо же. Не был бы я спидранем, я бы подождал, когда все выйдет. Ну, возможно, и не доживу до этого, но все-таки. Бля, жесткие чуваки. Бывает. Спидран — это вообще лютая хрень. Ну, в смысле, в хорошем смысле. Жесткая тема. Добежать до... А, ну если так, да. Да иди ты. Ну я понял. Не, ну это еще более-менее адекватное. Что-то сундуки все пропали. Гора Йогу. Shine down. Это, наверное, мне пригодится сейчас. There is no escape. Take them. I have no need. Еще бывают скрытые всякие сундуки. Типа как в Манштате, помню, морковку вытащил из земли. Там так получилось, морковь растет. Ну, в виде треугольничка. Где-то, не знаю, метр, может быть, между друг дружкой. Если всю морковку достать, кажется, сундук появлялся. Да это ж невозможно догадаться. Не, ну, скорее всего, если человек увидит морковку, он ее сорвет. Но все-таки. А вдруг ты решишь мимо пробежать?
Вообще, обращать внимание надо вообще на все абсолютно. Все рвать, всех перебить. Иногда бывает, вот бомж какой-нибудь стоит, вообще один даже, помню, кажется, такой бывал, или вдвоем. Они никак внимания не привлекают, но если их загасить, сундук появится. Я иногда, помню, хожу, иногда, ну, не на всех нападаю, а зря. Вдруг этот мужик дает сундук. Их таких мало. Ну да, по крайней мере, я вот Манштадт на 100 закрывал. Ну, я не знаю, штук 5 точно было. Такие места, где еще анема слаймы летают, если их из лука тяпнуть, сундук появится. Мне кажется, 3 раза или 4 такой было со слаймами. Морковка, наверное, 2 раза я встречал. Или 3, не помню. Их немного, но хер найдешь. А в Надзуме, например, могли бы придумать еще более нелепую хрень. 98. Че еще от тебя от меня надо? Может, там сундук есть? Вот осталось 2%, а на самом деле в эти 2% может входить аж 10 сундуков. Бегаешь по карте, ну все, нет больше сундуков. Че еще вам от меня надо? Да, он показывает. What a pleasant surprise. $180. Гробница. Там это где? Ты между вот эти подземелья всякие? Если ты про это, то я вроде все открывал. Куда-то он показал вниз. Но это с той стороны, видимо. Ну а я-то уж подавно пропускаю все налево-направо. Как я и говорил, я могу мимо сундука в упор пройти и не заметить этого даже. Чё, куда? Вниз прям? Блять. А, может это пещера? Тут где-то пещера такая была. Хер его знает где. На самом деле вот она. Да вроде нет тут ничего. Что-то я не помню, вот с этими кошечками надо что-то делать? Она подсвечивается. Может, вот эта хрень? Не. Около сундука стоял? Да ладно. Вот об этом я и говорил. Можно сказать, на краю, когда я к краю подошел. А, линза. Блин, ладно, хер с ней. Нет, подожди, я тэпнулся не отсюда. Я вроде вниз спустился. А, ну да, наверное, перо для Цуруми. Он еще ниже показывает.
это? Оно типа вот это считалось? Чё, все? Сейчас еще на тот край подойду. Ну, видимо, да. Так, линза, значит, там используется, да? Я уже и забыл вообще про ее существование. Сейчас попробуем. Да, таблички, да, я нашел их. Задолбался бегать по этому сраному Цуруме. Для каждой таблички надо было, да, какие-то мини-загадки решать, потом все таблички туда приволочь. Хотя, с другой стороны, найти их было не так сложно. Там обычно такие, знаешь, полянки здоровые, каменные. Какие-то крутилки, что ли, или камни надо правильно было располагать по символам. Что-то такое. Я не помню, сколько их было, штук 5 или 6. И, кажется, дали 3 сундука, или что-то такое. В этой пещере потом. Не, а... это вот для этих. А это нет. Ну, просто она подсвечивается. Вот эти лисы-то я помню. А вот эта хрень. Или она просто так подсвечивается? Фиг его знает. А, ну это она есть. Они все, наверное, подсвечиваются. Ну, те, которые можно что-то сделать, у них кружочек появляется. Ладно, хер с ней. Нет, так нет. 99. Твою мать. Ладно, давай сюда схожу. Тут я вроде не был. Нет. Самое сложное остается, когда 1%. Ну да, могут быть маленькие островки. Но я про них подумал уже, да. Сейчас тут пробегусь. Сундуков больше, это да, да. Ну почему-то, когда специально намеренно ищешь их, твою мать, в итоге под конец ни одного найти не можешь. А когда просто так по миру бежишь, ерундой какой-то занимаешься. Блин, туда придется вручную плыть. Но я вроде все острова проплывал. Но, разумеется, я мог пропустить что-то. О, тут большая рыба плавает. Она нужна для улова. Ну, те же рабасики. Ну, раз уж я тут. Это я понимаю. Красиво отдыхаем. Steady now. It's the final stretch. Whew, that was a tough fight. Ну куда ты? Глупая рыба. Судя по ее глазам, интеллекта у нее немного. Ну ты что, слепая, что ли? О. Вкусная наживка. So close, so close. Stay cool. Whoa,
черт. Без понятия, зачем красная нужна. Но по-любому где-то пригодится. Наверное. You've got it! You got it! Whew, that was a tough fight. Блин, это далеко очень. А. Steady now. It's the final stretch. Whew, that was a tough. Интересно, а кто-нибудь покупает удочки специально под регион? Знаете, там в каждом регионе своя удочка продается, которая работает только в этом регионе. Как-то жалко немножко рыбу на это тратить. Она, в принципе, и так неплохо ловится. Может быть, кажется, спецудочка все бы еще быстрее пошла? Ну, не знаю. Там просто на удочку вроде довольно много рыбы надо. Еще бывает ночная рыба, да? А, ну да, в курсе. Единственное, я не знаю, днем и ночью какая-то своя рыба или... Да нет, вон та же самая пузатая. Мне кажется, я сам ответил на свой вопрос. Но, правда, вместо красных появились вон те какие-то окуни. Ну, это не окуни, я не знаю, что это. Но вот эти глуповатые появились. У меня удочка вроде вообще стандартная. Единственное, что я для удочки покупал, это эту рулетку вот эту. Как она правильно называется? Кроме Фонтейна и Сумеру. И чё, как они? И насколько эти удочки в своих регионах лучше? Что они делают? Быстрее ловятся или... А это на что ловится? На красную, наверное. Ну да. Типа мини-щука. Терпение. Ну, кстати, не так уж тут это... Рыбалка-то не такая страшная. То есть ничего такого. В том же РДРе, во втором особенно, мне кажется, там пожестче рыбалка. Чуть-чуть. Чуть такая геморройнее. О, двойная, вот еще класс. Да. Этот геймплей. Чего-то игры только нет. Симулятор готовки, симулятор рыбалки. Симулятор всего, что только возможно. Симулятор ловли животных. После чего они добавляются в Красную книгу. А в Фонтейне, кстати, наживка какая-то своя. Я даже без понятия, как ее делать. Наверное, у рыбака можно купить чертежи наживок. Оно того не стоит. Ну, я тоже так подумал. Ну, или потом. Вот улов улучшу. Если больше брать за рыбу будет нечего, ну, можно. Правда, если брать за рыбу будет нечего... Ой, идите в жопу. Зачем мне вообще тогда удочки покупать? Так, что я делаю? А, компас. И для улучшения улова, кстати, ну, это и так, наверное, все знают, нужна рыба, которая кажется в одном единственном экземпляре. Вот здесь вроде. Да, только тут она фиолетового цвета такая. По крайней мере, я ее больше нигде не встречал. Эксклюзивная прям какая-то. И в этом месте еще какой-то дурак-китаец поставил, кажется, слаймов электрических. Или ледяных, не помню. А там негде даже воевать там. Там какие-то эти корабли потонувшие, но на них как-то неудобно воевать. Там еще все, кажется, током бьется. Кошмар какой-то. В процессе самозащиты рыбка начинает уплывать. Полное очко.
Поплыли. Ну, то, что они делают с алхимией, это я знаю, да. А вот чертежи надо где-то достать для них. Где-то я... Кажется, у рыбака. Давным-давно, когда я только начинал играть, кажется, они продавались у рыбака. В Манштате. Ну, стандартные вот эти. Блин. Ну, у рыбака, да. А я не помню, чертежи тоже за рыбу продаются? Чтобы наловить больше рыбы, тебе нужно наловить много рыбы. У каждого региона. И ничего тут нету. Вроде бы. Это что там островок? А вот окажется, что именно на этом сраном сантиметровом островке 2 сундука. Я, конечно, не помню. Наверняка я туда уже плавал. Потому что я помню, я вот так все проплывал здесь. Просто по приколу. Уник. Уник. Оранжевые. Может, оранжевые. Хоть бы пушку нарисовали какую-нибудь. Он просто из воздуха стреляет. И что это за одинокий кусок камня? Вообще ничего нету. Вот так вот. Вот это обман. Нет, ну может на нем и было что-то, конечно. Но я это явно нашел. Что-то серьезное. Задание? В смысле, ты о чем? Ты вон про тот кружочек на миникарте? Ну, я что-то такое помню, припоминаю, но я не помню, что это. Но место это я помню. А это не тут чувака-то поймали, самурая какого-то? Что? Что-то я не помню такого. Куда это ведет? Фея в клетке. А я кого-то освобождал. Тут вроде пёсель был. Пёсель я спас. И мужик какой-то был. Только я не помню, куда вот это ведет. Так это может под землю ведет. Блин. Вообще мне не до этого. Мне нужны сундуки. Тут ничего нету. Твою мать, тут островки какие-то. Ну тут я точно был. Тут, кажется, проход куда-то. Но я не помню куда. Эти, может, вот тут сундуки где-то. Может, они вообще вот здесь? Может, и здесь.
Оружие или чертеж? Не знаю. Но я потом проверю, если не забуду. Квест на поиск. Фея в клетке где? Или вон на том острове? Я вроде ничего не видел такого. Блин. Это я где? А, тут. Кажется, с этим было связано тоже какое-то задание. На скале висит. А. Я даже не замечал никогда такого. И что, мне в нее пальнуть? Если я из лука пальну, что-то изменится? Что-то я сомневаюсь в этом. Но я не поленюсь, попробую. Ну, там мигает эта штука. Наверное, надо просто это... взаимодействовать как-то с ней. Как ее достать-то должен? Блин, я сундуки искал. Как до этого дошло? Ой, идите в жопу. На. Illusion shattered. There's more! Finally, Ща, что там было написано? Там записка какая-то была. Можно упасть прямо на клетку? Твою же мать, а? Что это за движение такое сейчас было? Я ничего не нажимал. Ой-ой-ой. И дурак ее там подвесил. Сколько я так буду делать? Ключ, самое главное, у меня был. Блять, она туда не залазит. Да, это вообще позор какой-то. Лучше бы мне вообще не говорили про нее.
Доберись ты уже. Это ж просто эта страница. Длительная история. У меня этих вырванных страниц там полно вроде. Но если их всех собрать, то что-то будет. Просто то ли книженцы откроются. Ну да, рассказы вон всякие. Офигеть. Все 10. То есть вот это я нашел только одну единственную. Тут почти 10. Алхимия. А, мне еще скрафтить надо самому потом. Ну и дичь. Ясно. Так, подожди, мне... А, ну ладно. Да уж, это было сложно. Твою мать. Да что такое? Ну это проклятый какой-то остров. За что так? Аж отсюда пойду. Твою мать. Что туда показывает? На такое расстояние большое? Я думал, у него радиус-то поменьше будет. А с этой штукой надо что делать? А я, наверное, делал когда-то давно. Теперь вкладки путаю. Нет, подожди, для этого перо надо, разве нет? Линза вроде для маленьких. А то, что дырка, да, это я помню. Только не помню, куда она ведет. Так это она внизу. Я помню, я отсюда выходил. То есть это не вход, это выход. Кстати, еще вон там что-то есть. А там барьер какой-то. Да, но тут урон наносится. Есть такое. Блин, тут самое очко в пещерах искать что-то. А, это Сакура, задание Сакуры и Кицуны. О, там даже фея осталась. А что только не найдешь. Блин. Могли бы этот эффект и убрать. Это он, видимо, у него что-то другое показывает.
А, вот я сейчас, наверное, дойду до этого острова. Наверное. What a pleasant surprise. Охеренно. Сто круток. О, да, теперь я на самом дальнем. А, не, был, я тут был. А если я тут был, почему я фею туда не сопроводил? А, ну вот для нее место. Сундук где-то там внизу. Долго ты будешь херней заниматься? Да что же это за издевательство-то? Долети уже. Пощади. Спасибо. Things are going a Там little еще too что-то smoothly осталось. today. Ненавижу эти гребаные сундуки. There is no escape. Особенно в пещерах. Киру, разберешь вообще что, где. Отсюда я пришел, да. Да, он вообще показывает. Тут разве что-то есть? Могли бы эффект этот убрать, блин. Вот ведь китайцы, а. Почему китайцы настолько беспощадны? Это ведь именно китайцы порох придумали. Все говорит за себя. Твою мать, еще? Да. Это что за упыри тут
Блин. Это тебе не Манштадт. Все серьезно. В Манштадте такого говна не увидишь. В Манштадте хорошо и приятно. А здесь куда ни плюнь, очко какое-то. Твою мать. Все, валим отсюда быстрее. Ах. Это да. Еле спасся. Чуть богатый. Сколько их здесь? Блин, лучше бы я вот эти сундуки собирал до 100%, чем там в пещере этой сраной. Всяко-то попроще, наверное. Юдзу. Может, в кустах? Чё? Куда? Кого? Вниз? Сколько же здесь сундуков? Не, она вон под статуей. Вроде бы они так лежат, но на самом деле не спрятано. Но я не знаю, может быть, я там и ходил, конечно, но не заметил. Чё, потемки повсюду эти? Я что, видеть должен? Ребята. Ну да. Делаем ставки. Разойдитесь. Неужели все?
А вот эту резиденцию Сёгуна я, конечно, всегда запомню. С этим сраным электрокулом на верхушке. But a momentary distraction. Ты чё? Тоже сундуки ищешь? Take them. I have no need. Да, вместо того, чтобы пойти в ту пещеру, я мог бы здесь сундуки собрать. Хотя не бесконечные. Ну вообще да, вот тут я особо не шарился. Что-то как-то я еще помню тут ходил, кажется, за электрокулом подумал, блин, надо тут полазить. И в итоге опять из головы вылетело. А, ну и плюс, да, я немного, да, меня вынесло этот электрокул. Мне уже не до этого было. И я забыл. Нельзя зайти? А, это у них бани крутые. А, еще выше. Как туда залезть-то? Ну да, туда я не лазил. Теперь внизу. Уж определись. Офигеть. But a momentary distraction. Кстати, а прикиньте, компас можно купить кому-то одному. Потом все приходят на стрим, и мы просто ходим, все сундуки собираем. А чё? Люди сэкономят на компасе, вау. Ну, тут под лестницу можно зайти. Удивительно, что здесь сундука нет. But a momentary distraction. Охереть. Так, это где-то внизу. Как лучше пойти-то? За мной наблюдаешь, ну? Надо пользоваться моментом. Зажали. Да ничего, хуже зажмут. Китайский зажим яйцами. Да, да, да. Take them.
I have no need. Ух, запотел. Откат у компаса дает, чтобы дух перевести. Это все еще не все. Не совсем понял, куда он показал. Кажется, он чуть ниже. Такие укромные уголки тут есть. Даже достижение какое-то. Три сундуков. А, все, вообще все. Герб Кюдзо. Кудзё. 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 Надо же. 300 есть. Сколько печатей? Без понятия. 84. Сакура, если что, у меня вкачана полностью. Только если покупать эти декор, там же магаз какой-то открылся. Я не помню, какие цены там. Но вроде все. Я еще раз на верхушке прожму. Остается, если только декор покупать. Что БЛ? Не знаю. Твой вопрос сформулирован некорректно. Ну, видимо, да. Что ж, переходим к следующему. Какой ужас. А, дендропечатей. Ну, не так уж много. Геопечати намного больше. Да и анема. Дендракулов 22 штуки. 54. Я даже ничего не сливаю. Блин, ну... Ну, гидро эти, кулы я хотел, но забыл. Так, это я где? Это мне на север надо. Начнем, так сказать, с самой верхней точки. Что-то отсюда начать. Дерево. Ты в этой, как в Сумеру, луковицу нет? Чтобы луковицу открыть, я так понимаю, надо выполнить квест Арарар, а я его так и не доделал пока что. Поэтому, ну, поэтому печати накопились. Я их просто не тратил ни на что. А геопечати только если в магаз. И то останется. Там не так уж много надо. Причем я эту луковицу в Сумеру нашел. Ну, арарары, или как там... Блять, я забыл, как они называются. Аранары, да? Аранары. Они не дают мне никак взаимодействовать с луком. Священным их.
Как понять, вот это сделано или нет? Вот эта хренотень. Наверное, сделано. Что-то так смутно помню. Вроде да, было такое. По крайней мере, переходничок это я нигде не вижу. Или как он там называется? Shine down. This is not foretold. А, блин, Джин нету. Да куда ты лезешь, блядь? There is no escape. Have a little taste. Illusion shattered. Ничего, что эти придурки стоят прям под лагерем военным. Рядом с полком прям. Ну, ладно, роненые, но... Кто-нибудь работать будет, нет? О, я это не делал. Музыка, как у НКР. В Fallout. А тут сколько? Ну, почти. То есть просто играя и ничего не зачищая, я примерно везде забиваю, ну, как минимум 80%. Начинаю заниматься всякой ерундой, там доп-квесты выполнять, и в итоге доходит до, ну, почти под 90 уже. Это сесть можно, нет? Я заметил, в этой игре всегда на пеньки можно сесть. Но это слишком большой пенек. Да, то самое злосчастное яблоко. Я с тех пор туда не возвращался. Ну, надо будет как-нибудь. Вот как сюжет спойлерить, так сразу. А как тот, кто в тот момент на стриме был, сказать, что там вкладку можно переключить, и все настолько очевидно. Так, это я где? Ну... Отстаньте. Мне не до этого. Блин. Интересно, если бы они действительно встретили Сёгуна вот так вот гуляющего, они тоже напали? Ты чё, ебанулся, что ли? Пуньк. Блин. А куда еще пойти можно? Все, один остров уже. Ну да. Пешком пойду.
Не, ну тебя вроде не было, да. Но кто-то точно был. Я нашел виноватых. Есть контакт. Going somewhere? Это сделанное? I hear you've got a job for... Пуньк. Another chance. Judgment. Illusion shattered. Какой хитрожопый, а? Finding treasure is pretty exhilarating. Немного, наверное. Ну да, там вроде к концу все подходит. Я так понимаю, вот эти загадки подгадывать и сделать, что они там хотят, поболтать с ними. 150 хп. Кстати, получается, в этой игре нету еды, которая восстанавливала бы энергию. А в Ханкае есть. Я чуть сейчас вспомнил, как я искал еду на восстановление энергии. Вот разогнался, блядь. Ау. You can't run. Such a pain. Such a pain. Макс Пейн. Съезд бэк, еб твою мать, привет.
Ни одного сундука. Вроде у них там ничего нету. Заканчивать ранарты? Ну как-нибудь соберусь. Вот это место, помню, меня доконало. Вот, короче, где-то чертеж спрятанный назумовского оружия. Такая пещерка с решеткой. От нее нужно 3 ключа. Сколько же я тут бегал, искал эти сраные ключи. Тут просто бегать очень неудобно. Пока ты залезешь, если упадешь, опять залезай. Вот эти мостики какие-то там. Полное очко. Ух, меня достало это место. Чё? Опять, как туда залезть-то теперь? Я так понимаю, он показал сюда, на гору эту. Ну, а ранары никуда не убегут, чё ж. В Сумеру у меня еще много чего ждет интересного. А. Ну да. Кто ж не позволит просто так сундук забрать. Я так долго буду. Блин. Ну ты скотина. Черт. Может, водой тебя захерачить? Мне как-то не очень. А, еще ты здесь? But a momentary distraction. Ну и проблем от них. Ой, ладно, надо заканчивать. Что-то я не тем занялся, сундуки дурацкие искать. Ну, так нормально побродил. 98. Тут вообще 100 почему-то. Тут 81. А еще же это есть какое? Экономия. 93. А, тут одна общая. Тут же работает компас, правильно?
Ой, там еще эмблемы эти искать. И сами эмблемы искать, и где их применять надо. Суруми 96. М. Надо еще домой зайти, наверное. Что-то давно я там не был. This realm is... If you ever have... Ага. Теперь все как надо. Красивая музыка тут. Можно стол потом подороже поставить. Хотя это тоже нормально. Ну да. Я, конечно, долго старался со всем этим. Но не то, чтобы тут что-то крутое. Ту сакуру огромную я убрал все-таки, которая позади была. Я еще так специально заставил все, чтобы прямо это все в растительности было. Вот, и в какой-то момент я остановился, потому что не хватает некоторых мне чертежей, а их можно получить только из этих удивительных сундуков, соответственно, я компас ждал. Что-то я вот тут строил. Вот эту хрень для Яймика. Но это, кажется, для красоты поставил баня. В общем, тут я еще не доделал. Почему у меня сумерская роза тут растет? Семена шелковицы. Да что-то другого нарвать. Что можно еще выращивать? Хер знает. Все гораздо проще. Ну, у меня просто есть такое, мне нравится что-нибудь построить. Что-то я запрягся. И вот, кажется, да, вот эту хрень, это не по чертежу стоит, а просто так я накидал. Вот что-то мне тут не хватило. Вот это, кстати, прикольная штука. Тут можно рыбку разводить. Он даже что-то плавает у меня. Единственное, только вот этот аквариум весит очень много. Прям занимает до хера. Ну, забыл, как эта херня там называется. Нагрузка, да. Она, конечно, весомая. Сейчас все, что я наловил для улова, скинуть здесь. Горький иглобрюх. Чайная рыба-бабочка. Ну, я, наверное, потом переставлю вот эту на другой островок. Но она, кстати, и надзумовская. Судя по цветочкам и раскраске красной вот этой. Или бани потом уберу, фиг его знает. Ну, если места не хватит. Че посадить-то, блин? Что можно еще выращивать? Что такого нужного? Одуванчики вроде не растут. Шелковица. Шелковицы пока хватает. У Моноча. А, грибы. Но эти грибы вроде нельзя сажать. А, ладно, хер с ним потом, если не забуду. Пускай эта хрень растет.
2 дня. Да и хрен с ней. Вот, теперь, когда компас есть, можно заняться удивительными сундуками на Цуруме. Достать все, что мне не хватало. И продолжить строительство. Правда, я там параллельно еще в Манштатском регионе строил. Что-то там поставил фонтанчик, виноградник. Там тоже пока в процессе. Ой, да ладно, вроде все, ничего не забыл. Papa's gonna give it an ugly nickname like... Bad water! А, это со мной останется. Through water. Transitory. Ну ладно, все тогда. Я, как всегда, опять переиграл. Уж эти сундуки затягивают. Кнопулька, кнопулька. Так, тут все как было. Да и тут все как было. Стабильность залог успеха. Ладно, все, тогда спасибо всем, кто был. Всем спасибо, что аж до конца досидел. Все такое. Какой день? О, пятница. Хорошая пятница, спокойной ночи тогда.